Когда сердце у меня просит, то я об этом думаю просто каждый день. Вдруг я случайно выиграю. У тебя сначала голова зашла, понял, а потом твое тело. Секретная методика у меня там есть. Потому что я колхозник. Вот первый вопрос, из-за чего? Это генетика? Не состоялся ваш Если бой? тебе что-то не понравилось, твои проблемы. Почему ты сразу на меня начинаешь нападать? И ничего даже не угрожал ни разу. Пока что. Пока что я не собираюсь с тобой драться, мне это неинтересно. У тебя максимально ублюдский бокс. Я такого же мнения точно так же. Надеюсь, мне челюсть не сломают. И выходил за победой, но чуть похулиганили. Меня обидели, я обиделся. Как бы, не понимаешь, что у него в голове, может, у него перемкнет. Почему я считаю, что Терри был опаснее Артема Тарасова? Трусишки припотели, что? Можно его вывести, пожалуйста, отсюда? Короче, с вами кашу с двумя не сваришь. Слушай, я в себе уверен. Ты когда дрался, ты был уверен в себе? Я? Да, ты. У тебя, Вань, ты скоро взлетишь нахер на своей голове, у тебя она очень большая. Вы надменный человек. Но я не надменный человек. Все понятно. Ну все, не вздыхай, что ты... Падал ли ты когда-нибудь? Нет, никогда. Никогда не падал? Нет. А нет ли у тебя ощущения, что... С велосипеда. Половина петухов, половина куриц. Хочу побыстрее с этим уже закончить просто. Что стыдно там не проиграть, не так далее, а стыдно сдаться. Ринг покажет. Мы переходим к следующей шестерке, которая не нуждается в представлении. Но прежде чем мы это сделаем, спешу напомнить вам о бонусном клубе Олимбет. Включайтесь в игру и каждый месяц получайте кэшбэк до 20% деньгами, а не фрибетами. Вас ждет 8 уровней, много бонусов и никаких лимитов на размер кэшбэка. Ну что ж, дамы и господа, приветствуем и рукоплещем гордость Подольска, Шиша, Евгений Шишков. Бронированный мастак Иван Нушкин. Умеет и имеет Игорь Ионов по прозвищу Емеля. Волгоградский терминатор Олег Фомичев. Крестный отец кулачки Данил регбист Алеев. Испытывающий себя Александр Terrible Шиколай. Круто! Какой заряд у нас, да? Ну что ж, мы начнем тогда с первой пары. Это Евгений Шишков и Мастак. В первую очередь хотелось бы, конечно, поздравить с чемпионским все-таки кулоном человека. Да, Ваня, расскажи, пожалуйста, как вот тебе сейчас в статусе чемпиона? Поменялись ли твои какие-то мотивации, настрой? Ведь сейчас ты очень на хороших ходах в топ-доге, и вот не пропала ли мотивация там за перстень? Да не, конечно, мотивация все такая же. Выиграл, как бы круто. Но такого прям вау нет. Наверное, все-таки перстень больше манит меня, чем кулон. Кулон тоже круто, конечно. Там вау будет, если перстень заберешь? Блин, думаю, что да. Какие-то эмоции должно прям вызвать такие большие. Вот у тебя надеюсь. одна ступень для перстня. Это вот Евгений Шиша. У вас бой за первый номер рейтинга. Там еще один человек будет, поэтому еще большой путь. Получается, Женя, потом Кантемир. Два боя. Кантемир это Как уже... Это такой босс, пока никем не пройденный, поэтому. Есть поверье такое, Вань, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Слышал про такое? Одного поймал уже, получается. Одного поймал. Вот. Видишь, только один у тебя получится по-любому, второй, наверное, под вопросом. Ты же не заяц. Кирилл, Кантемир, что-то получается, второй заяц. Как бы сейчас вот. У тебя, в принципе, ты на две организации же сейчас настроен. В первой организации, в которой ты провел путь РСС, соответственно, да, ты забрал кулон, то есть стал чемпионом. Все, ты, то есть, галочку выполнил. И это первый заяц, а второй заяц — это топ-дог. То есть, получается, только одного ты поймал, но второго ты, возможно, и не сможешь поймать. Такое все.
ну, непонятно. Это просто как поверье, это, знаешь, это просто рассуждение еще. Не, ну я просто не верю в приметы, поэтому думаю, что, наверное... Да, это даже не примета, Ваня. Это, ну, просто вот общение. Мы сейчас начинаем, Да не, чуть-чуть я прогреваемся. понял, да. Не, ну я думаю, что не, все фигня, так не работает. Хорошо. Ну, не бывает. Нет, ты же видишь, ты говоришь, за двумя погонишься, ни одного не поймаешь. Одного уже поймал, получается. Вот. То есть уже не сработало. Уже как бы... Туда-сюда. Тут можно, знаешь, одного и поймать, а второго не А кого поймать. поймали? Заяц. Не, Ну, ну- короче, это типа Какого зайца поймали? на две А, организации RCC-шного? Ванька двигается. Да, все, да, RCC одного зайца поймал. Типа два Всё. стула, да. Два стула. Так теперь, получается, один остался. Вот. И это будет очень трудно. Так он уже одного проблематично. поймал. Так одного поймал, второго, возможно, не поймает. Не надо цепляться за слова, Хотелось да, бы на знать, самом деле. почему, в чем По Кантемир не даст поговорке-то ему ни поймать одного. этого зайца. Ну, при чем здесь Кантемир? Сейчас моя, да, оппозиция. Вот, хотелось Ну, услышать. конечно, сейчас же моя позиция. Нет, так И, конечно же, заяц-то не у тебя сейчас, получается. не у меня заяц. Ну вот, Так да. Заяц-то у Кантемира, но я тебе Да. поэтому У и говорю... кого в совокупе. заяц? Давайте разберем. Все, тише. Можно его вывести, пожалуйста, отсюда? У Кантемира заяц, в общем и целом. Да. Поэтому это я, ну, типа, в совокупе говорю, понимаешь? И сейчас вот у меня вот, я оппозиция, да, которая не даст тебе, соответственно, поймать второй заяц. Вот А и чем всё. обусловлена, Жень, такая уверенность, что у тебя, ну, ты не дашь? Ведь вот в двух... Ты тоже такой, вот такие вопросы, в чем обусловлено? Нет, давай чё, блядь, просто так я здесь спрошу. сижу? Я спрошу. У тебя было два претендентских боя. Точнее, один был с Кантемиром, бой за перстень, и еще был с Тандовским. Да, там за временно, да. Да, за временный. И в обоих, как бы, к сожалению, не увенчалась успехом твоя гонка, твой заход. Вот, и как бы, почему ты уверен, что в этот раз что-то поменяется? Это серьезный, как бы, все-таки это человек уже в статусе действующего чемпиона, и он выходит на такой серьезный заход, и вот ты сейчас у него на пути. И ты говоришь, что у него не получится. Почему? Слушай, я вообще говорю, я типа уверен в себе, соответственно, да. Я не говорю, что у него, возможно, не получится что-то когда-то там в своей жизни что-то достичь, но в данный момент, вот сейчас стою я, его преграда, а он стоит передо мной. И вообще, в принципе, да, он стоит на первой строчке, где он мне мешает для моей цели, для моего достижения, да, моего лучшего результата, наилучшего. Поэтому только так. Здесь только уверенность в себе, здесь кропотливая работа. Ну и потому что я здесь сижу, и я уже 3-й год здесь, это будет мой, в принципе, плюс-минус 3-й заход на перстень, где я должен, я считаю, уже достичь его, достичь своей главной цели. Я уже на самом деле постоянно об этом говорю, и я не знаю, сколько еще мне об этом говорить, но это единственная сейчас в данный момент моя спортивная цель — забрать чемпионство в топ-дог. Мы с Ваней плюс-минус в одно время же начинали. В 21 году, насколько я помню. Не-не-не, ты чуть пораньше там, может, на полгода. Ну да, ты раньше, ты в феврале 22-го начал. Ну, кулачку, да, 22-го Да, я залетел, да. 5 февраля у меня дебют был. Ну, плюс-минус. А я в мы одно. 23 феврале первый бой вот с малышом у меня был, поэтому год разницы. Но тут все равно вот этот именно наш бой, он назревал давно на самом деле. Я как только, в принципе, залетел, мне уже было интересно с тобой подраться. И ты тогда прям на таком хорошем ходу был как раз вот до временного вот этого перстня, когда с Исой подрался. До этого все прям круто шло. Вот. Потом там чуть где-то не повезло. И давно хотел, короче, с тобой подраться. И вот так карты сейчас сошлись, деремся, круто. Хороший турнир, все очень классно должно быть. Да, то есть добавить особо нечего, но хочется одно добавить, что вот кто бы с тобой не дрался, все говорят, что у тебя прям тяжелая такая крепкая голова. Вот первый вопрос, из-за чего? Это генетика или Не, у тебя есть какая-то поддержка, там, ты прям голову качаешь? Потому что я смотрю на тебя, Вань, ты скоро взлетишь нахер на своей голове, у тебя она очень большая. Это такой шар, блин. Я ее качаю просто. Вот. Секретная методика у меня там есть. Не, Ты, кому ты интересно. вообще, в принципе, большой стал. То есть, согласись, со мной много кто согласится, ты очень прибавил в плане объемов. Да нет, да я всегда такой был. вроде. Я помню, ты, тут на днях кто-то нам сторис с тобой сделал, блядь, ты вот такой вот был, там, условно, и за какой-то год ты, блядь, взлетел, я тебя сегодня увидел, у тебя сначала голова зашла, понял, а потом твое тело.
Я такой, блядь, хера себе, Нушкин, блядь, что с тобой происходит? Ну, у тебя голова больше, чем, блядь, ну, рука или нога моя. Книжек много читать начал, вот, выросло. Дай бог. По весу, дай бог. ну, может, да, чуть подприбавил. В плане, что вот там взять, например, мой первый бой в топ-дог, я там выходил, ну, дрался 70 килограмм, весил там 73-74, гонял там 3-4 килограмма. Сейчас вешу там, ну, 78-80, то есть, ну, так уже вот именно вот в таком весе я нахожусь, ну, больше года, наверное, уже, в принципе, и, ну, мне комфортно, нормально, как бы. Подрос, да не, окреп, подрос, это, ну, естественный процесс, мы растем. Это... Да ты сам набрал, Жень. Ты поменьше как был, когда дебютировал. Нет, да нет, это именно по сравнению с Ваней, ну, то есть я поменьше выгляжу в любом случае. Выглядишь, да, но по сравнению с тем, как ты дебютировал, и сейчас ты тоже окреп. Тут ну уже вот рост, да, тут, конечно. тут бы прям это, мы в движении. реклама витамина топ-дог прям залетела бы. Ты прям. видишь, ты замечаешь, ты наблюдаешь за моими сторисами? Не, вообще не смотрю. Тогда и не продолжай, зачем тебе это надо, в принципе. Потому что витамины от топ-дог — это хорошие витамины, и на постоянной основе мы их агитируем, да, и они мне помогают в этом плане. Ну и плюс силовые мы добавляем. Конечно, силовые нужны. Да, Вань? Не, конечно, по-любому. Но да у не, меня но Вот всё какие равно силовые ты делаешь, вот, в принципе? Я? Да, вот силовые. Жим, есть? присед, да все На делаю. большие, да, веса? Вот, Ну вот, да. От этого ты, ну, просто Да. вот пухнешь вот так вот. Да. Хотя я просто делаю то же самое, но я не пухну, я не А могу. ты переживаешь, что он такой большой? Как бы, почему ты решил? Нет, это не переживание, мне просто вот всегда... Слушай, на твоем месте я бы тоже переживал, Дань. Там парень До этого тоже мы до меня доберемся. не Я маленький. больше переживал бы, что он становится, когда дерется. Вот я на РСС видел красного цвета, как рак вообще. Я вот за этого Там больше переживал. перезагрузка, да, походу, у Сани. Но так, больше всего, за что вот я вот так, смотря на вас, на ваш бой, переживаю немножечко, что я вот не уверен, что лучший правый в дивизионе, который, я считаю, у тебя есть, вот как ты считаешь, хватит ли, чтобы растормозить броненосца вот этого? Вот я и хочу, кстати, проверить, по поводу вот этого я и хотел договорить, что хочется проверить твою будку, ну, тяжелую, очень крепкую, на самом деле, потому что с Калажоковым последний раз разговаривал, он говорит, я вообще, говорит, устал, у меня кулаки болят его бить. Типа они болели, он бил, и, говорит, у меня не пухли. И вот мне вот интересно, ну вот достигнет мои удары, там не только правый, Дань, то есть, ну, я много сейчас Но комбинаций... я считаю, что лучшая правая конкретно. Ну, это просто я ее как зашел с ней, да, с первого боя, так она типа вот и продолжается. Работает. Соответственно, но все равно скилл я поднимаю свой, и с разнообразием ударов тоже у меня поднимается. В плане плюс обычное движение. Обычное боксерское движение, Вань. То есть я понимаю прекрасно, что у тебя скилл в плане борьбы есть, то есть вязание боя. Ты, конечно, не обижайся, но мое личное мнение, ну, для меня, у тебя максимально ублюдский бокс. То есть, да, максимально некомфортный для какого-то другого иного спортсмена. Возможно, и для меня он некомфортный. Ну, он не зрелищный бокс. Но, сука, он эффективный. Типа, нафига, ну, типа, Ну, FCC, в блядь, этом же выиграл. смысл, что Да, он вот эффективный должен я быть. вот не То есть, ну, понимаю вот этого. Блин, в моем случае, да, возможно, где-то мой бокс неэффективный для таких, как там ты, камней, которые будут меня вот сейчас вязать, да, возможно, ты же будешь вязать, ты же будешь клинчевать, и вы, наверное, по-любому там отрабатываете с тренером эту историю. Не планировал. Ну, не суть. Вообще, я, извините, Леп, он же не вяжет. Это просто из-за того, что он идет вперед, второй идет вперед на него, и получается клинч. Так-то он вообще не вяжет. Он просто летит Да, Дэн, в серьезно? физичной серии, да. Да ну, блядь, серьезно, в каждом бою. Так это потому, что на него идут вперед тоже, и они сталкиваются, но он сам не инициирует клинч. Но с Он Каскаром просто он не идет с вязал. ударами вперед, и все. С Каскаром он не вязал. Меня, честно говоря, всегда По большей удивляет, степени, что ладно. человек просто ставит защиту, и у него такая удивительная антропометрия, что он перекрывает все свое тело. То есть я его спрашивал и после интервью, и вот как бы удивительная у человека антропометрия, что он руку здесь ставит вот так, и он полностью защищен. Вообще, мне кажется, от этого и говорят, что вот он не, как бы непробиваем, а не то, что у него голова там, ну, он же не в голову все принимает, по-моему, нет? Я не знаю. Ну, после Калажокова он сказал, что ничего такого, о чем все говорят, там, сумасшедшего в ударах он на себе не почувствовал. Ну, кстати, да, я такой все ждал, там, ну, я же встал там в третьем раунде и такой принимаю, думаю, блин, ну где же вот этот удар? А его все нет и нет. Ну, может, устал просто Кантемир на тот момент уже и как-то так вышло. Ну, и прям... Крепкий, Вань, ты крепкий. Просто вопросов прям нету. такого прям какого-то четкого удара-то и не было у нас. Все же, ну, там где-то через руку, где-то там чуть вот
по лбу, ну, такого прям Поэтому сильного я и ничего говорю, не было. что я хочу проверить это. Я не утверждаю тут ничего, что я тебе пробью голову, блядь. Ну, ты вот этой херней заниматься. Нет, ну просто мне вот интересно со своей Да не, ну позиции. понятно, что мне А, также интересно, что, да, вот, что у тебя есть удар, я знаю, как бы вот это правое, и я также думаю, что Очень хорошо, что вы думаете, уронишь что у меня или не только уронишь. правая, если честно. Поэтому вот я вернусь Не, ну к все своему равно разговору. правая, вот она как-то получше, наверное. Вот если взять твои нокауты и проценты, с чего ты уронил с правой. Да, справа, Ну, я же да. не отрицаю. То есть я зашел уже с этой правой рукой, на самом деле она вот бьющая была. И поначалу надо было Тайминг просто... хороший. Надо было доказывать, показывать. Я, ну, там, везде всегда при любых раскладах правый быстренько выкидывал, блядь, и люди... Вот так вот, понимаешь? И тут тоже вспомнилось. А уже подальше туда, уже когда после проигрыша, уже какой-то скилл начался по-другому в моей жизни. И уже пацики-профики заходили, и уже каждый начинал поднимать свои кондиции. И здесь одной правой тоже ну, не особо получалось. Да не, ну уже все знают ее, и как бы уже, наверное, уже так, знаешь, как бы на дуру ее не выкинешь, то есть готовить уже получше, наверное, надо было просто чуть-чуть. Кантемир тоже про нее знал. Ну там, наверное, уже на фоне усталости, может. Ну, На фоне расслабухи, наверное. ну, может, уже, да, как-то чуть, да, подрасслабился, пропустил. Ну ничего, встал, все нормально. Я пропустил. Не, Кантемир, правую. Но я пропустил, кстати, с Кантемиром, да, бля. Ну, там какая-то непонятная... Да блядь, Кантемир, говорю, пропустил. да, не ты. я тоже там пропустил, куда-то типа греха таить. Тоже эта история была. Блядь, что я хотел сказать? Что переживаешь, что он большой. Переживай, нет, все, это уже это в прошлом, все. Ну, Ваня, вот такой вот есть, вот Ваня, 80 килограмм вес, бля. 4 числа ты будешь там весить условно 70-300. Там на бой ты выйдешь, блядь, там те же 8. Сколько у тебя гиперкомпенсация идет? Ну, обычно Плюс-минус. 7,6, вот 7,7. Шестерку, вот так. да, набираешь? Ну да, в среднем так. Больше как бы ни к чему, в принципе. Поэтому в этом бою, честно, вот я вернусь опять же к разговору, хочу закончить эту мысль. Я просто хочу кайфануть, я хочу показать красочный бокс, я хочу показать себя, опять же, с наилучшей стороны. После боя с Коложоковым много было извлечено ошибок, было много извлечено всяких нюансов в моей технике, и в этом я просто хочу 5 числа на ЦСКА-арене реально закатить неимоверный бой именно в этом карде. Потому что, ну, я считаю, что именитый и божественный карт. Нифига себе, у нас, блядь, Данька дерется. Поэтому он божественный. Ну вот, да, вот мне вот, я сегодня тебе вот выражаю вот такое вот дань уважения в этом плане, что мы деремся с тобой в одном карде, и это прям очень Я круто вам для выражаю меня. большее уважение, что я Плюс с у вами. нас, Да не, у нас круто. сегодня помимо тебя, ну также у нас хорошие именитые пацаны, где мы можем показать на все 100%, поэтому только нас- красота. И вот именно со своей стороны я постараюсь это сделать, Вань. А ты уже со своей стороны постарайся, ну, Не, показать я свой... я такого же мнения точно так же, как не и хочу ты. оскорблять, но у тебя, это максимально Да нет, да, но беспомощно. последние 2 боя вообще четкие. Вот прям я перестал вот этой фигней заниматься, перестал чуть пролетать дистанцию, чуть вот подсел, подстал и нормально идет. Ты вперед. после Щупова, скажи, ты залечился, у тебя все хорошо? Ну в вот, плане травм? как видишь, сижу, Не, жив-здоров, все хорошо. Как бы я к другому говорю, что у тебя ничего не травмирует, потому что у тебя, напомни, что у тебя была лицевая сломана или что-то? Да ну, ты такие вещи не говори. Нет? Что у тебя было? Да, ну, гематома большая была прям. Ну, даже вот, наверное, до сих пор вот так видно, что... Ну, она её видно, Ну, да. такой, да, синяк. И как бы это уже прошло почти 2 месяца, а изначально она была вообще огроменная, отек вообще не сходил. И, ну, я сделал КТ, как бы показал, все нормально, перелома нет, но вот отек именно почему-то очень долго сходил. И, в принципе, как будто бы можно было бы, наверное, согласиться на Питер, но я решил перестраховаться, потому что не понимал, ну, через сколько он вообще пройдет и как он пройдет, последствиями или без. Ну, как будто это и хорошо, наверное, то, что мы не подрались в Питере, потому Ну что... да, так вот карты совпали, что вот сейчас такой крутой турнир. Так и должно вот, быть, да. В Питере очень много было и хороших боев, и было много недопониманий в плане спонсоров, вот эти объявления там, да, и у нас, кстати, вот я хочу напомнить, что организация выдвинула ужесточение в плане бойцов, что нельзя объявлять спонсоров там, да, нанесение Это у нас спасибо, логотипа. Да. это мы разберемся. Давай это к уже- вопросам перейдем. Ну, какие вопросы ты задавай, А вот мы сейчас мы общаемся. узнаем. Здравствуйте. Можно я сам вас представлю? Николай Чибисов. Здравствуйте, всем привет. Евгений.
Вопрос Коль, к тебе. привет. Не считаешь ли ты себя первопроходцем вот со всей этой историей со спонсорами? Что вот началось оттуда. Что из-за него это все Слышь, что, это все из-за тебя вообще началось. Ты первый телефон достал, потом я достал в Уфе его. И после нас с тобой уже полетела вся эта история со спонсорами. Я так, Поближе микрофон, Коль. так никогда не делал, не припомню, что я телефон доставал. Как, не было телефонов в твоей жизни? Не, у меня спонсоров-то не было за 5 лет. Спонсоры. Спонсоры, да, спонсоры. Не, реально, Коль, на каком-то турнире ты же, достал телефон, и я реально такой посмотрел, что Чиби сможет с телефоном, и я в этот момент такой записывал, думаю, так, сохраню я эту себе мысль, и перед Уфой, перед третьим боем с Тандовским я все записал этих всех партнеров в телефон, вытащил, там, давай это зачитывать. И как раз-таки я так понимаю, что мы с тобой эти первопроходцы в этом плане, и уже в Питере ребятки прям начали наглеть в этом составляющем. Спасибо, странный ответ. Но я, правда, не читал с телефона никогда. Спасибо за ответ. Еще есть вопросы? Так. Ну, Вот Глеб. как всегда. Глеб. Сейчас я Там секунду. целый список. С телефоном же нельзя. Можно. Все. Смотрите, комментарии под видео от Олимбет самые популярные. Самый непрофессиональный интервьюер Шиша вечно перебивает всех и вставляет свои 3 копейки. Получается не диалог, а монолог. Как вы считаете, в связи с чем связано такое негодование людей по отношению к вашему, работа, подработка, как это правильно назвать, то, что вы медиа снимаете? У каждого есть свое мнение, что мне на это отвечать. Параллельно. Без разницы. Вообще без разницы, если честно. Хорошо. То есть я выполняю свои обязанности, я выполняю свои обязательства, я выполняю то, что мне вообще в кайф. Мы кайфуем, мы ходим, мы проводим бои, мы их анонсируем, мы про них рассказываем. Это все вот под таким соусом от Олимбет Влог. Смотрите, я общался с многими зрителями, и у большинства из них есть мнение, что вы надменный человек. Вам на это, я так понимаю, тоже как бы все равно, без разницы. Это уже второй ты вопрос задаешь, подожди. Да. На это мне не все равно, я не надменный человек. Вы только что сказали, что вам все равно, что кто говорит. Это второй вопрос твой, а кто мне что-то говорит, и такого чтобы кто ко мне подошел вживую и спросил меня, что ты что такой надменный, такого еще ни разу не было. Комментарии я эти не читаю, на самом деле, мне не интересно. Вы только что сказали, что вам все равно на комментарии мнения людей, а сейчас говорите, что вам не все равно, что вас считают надменным. Давай, допустим так даже. Мне все равно, что меня считают надменным, но я не являюсь таким. Все понятно. И вопрос к Ивану. Ты решил зацепиться за эту историю. За какую? Я не так ответил на этот вопрос или что? Вы сначала сказали, что вам все равно, потом сказали, что не все равно. Я не понял. Так вот и ответил. Я не понимаю. Ничего, я поэтому Так ты задаешь первый вопрос, а про надменность ты задал второй вопрос. Вы сказали. Ты считаешь, что я надменный человек? Да. Все, хорошо, это твое личное мнение. Да, я ничего не тебе говорю, что я не надменный человек. И вот все, кто меня знает, здесь вот и бойцы, и пацаны, и все мой окружающий круг скажут, что нет. Все, не вздыхай, что ты, блядь. У меня... Тоже. Давай еще, хочешь еще пообщаемся? Я спросил, он задал вопрос, мне уже больше нечем. Вопрос к Ивану. Вы после поражения Кантемира провели 4 боя, получается. 1 в топ-дог, 3 в РСС. Рассчитывали ли вы на то, что вам сразу дадут чемпионский бой, учитывая, что вы все-таки не просто вышли, подрались на РСС, а именно завоевали там тоже титул, награду? Да, конечно, была такая мысль, что было бы круто, если бы мне дали сразу за перстень подраться. Но лиге видней, как она решила, так и делаем. Все, спасибо. На этом подведем итоги этого противостояния и перейдем к следующему, к самой, наверное, интригующей и интересующей нас трилогии в кулачном спорте в полутяжелом весе. В ней встретится... В тяжелом. В полутяжелом. У нас это и полутяжелое, и тяжелое. Пусть будет так. Это Игорь Ионов, Емеля, и Олег Фомичев.
Хочется, наверное, обоим бойцам задать вопрос про эмоции. Утихли ли они после вашего последнего боя? Остыли вы? Или все так же еще горите и ненавидите друг друга? С чемпиона. Друзья, я всех приветствую. Рад находиться тут, соскучился по всем. По поводу эмоций, что хочу сказать. Что я говорил с первого дня, я скажу и сегодня, и завтра. У меня нет такого. Либо мы дружим, либо мы враги. Вот и все. Как бы я в эти игры не буду играть. Ладно, касаемо вашего последнего боя. Ты обещал вести себя так, как себя вел. Будет ли это повторяться в этом бою, в третьем? Слушай, давай не будем так далеко заглядывать, но я думаю, будет интересно. И интереснее, чем было. Даже так? Думаю, да. А на результат боя тебе не все равно ли? Слушай, чему быть, того не миновать. Мы идем сами на это все, делаем все сами, и я ни о чем не жалею. Как бы я держу марку, как бы живу, как бы я что, в принципе, не изменяю себе, и как бы иду своей дорогой, а там, если кому-то что-то не нравится, это уже не мои проблемы. Достойный, внятный ответ. Игорь, ты вот на подкасте, недавно вышел в интернете твой подкаст с Арменом Гуляном, ты заявил, что у тебя не до конца зажила рука. Да, у тебя, вот, ты там показывал, что у тебя кисти, и ты бьешь по мешку, тебе больно. Расскажи, пожалуйста, в каком состоянии сейчас находится твое здоровье, твоя рука, готов ли ты к поединку? Я еще на первый вопрос не ответил. Про эмоции. Ну давай расскажи об эмоциях, конечно. Ведущий, да? Я вот тоже научить подумал. надо их. Я тоже об этом подумал. Я просто первый раз, простите. Волнительно, да. Всех приветствую, конечно. Вот, а эмоциями как не было, так и нет. Ну, мы вышли, вы взяли свою работу. Ну, получилось чуть эмоционально там. Да, как их не было, так и теперь их не было, и нет. Ну, как мы поняли, в третьем бою тебя ожидает что-то похожее, возможно, даже что-то похуже. Я Ты к этому готов? волосы у меня будут покороче. Ну и пока что можно за них ухватиться. А Нет, усы? Да усы на месте. И за волосы уже, я думаю, никто хватать никого не будет. Вот меня больше другой вопрос интересует, я вам... Про руку? Да. Ну, как видишь, рука, да. В перчатке нормально бить. Голым кулаком больновато. Ну, я думаю, там... Покажи вот так вот, сделай. Так. По пальцам в глаз или да. Не, с рукой, больновато бить ей пока. В перчатке нормально. Вот у меня другой вопрос возник, пока вы не перешли. Олег, ты собираешься ехать на ЮФО? Потому что я знаю, что Игорь собирается туда. Конечно. И ты тоже на ЮФО собираешься? Конечно. И вот я больше за это переживаю, что вы, возможно, встретитесь еще и на ЮФО. Слушай, я могу с ним где угодно встретиться, это не проблема. И что теперь? Я вот слышал, что если вы там встретитесь, то вы даже до ринга не дойдете, ты прям там начнешь что-то. Поживем, увидим. Астрахань встретит нас красиво, я думаю. Готов ты к этому развитию событий, Игорь? Будет Астрахань. А по поводу веса, Олег, в прошлом бою ты не сделал вес. В этом бою нас ожидают какие-то сюрпризы с весом или... Ну, честно скажу, как бы и в том бою не рассчитывал, что я перевешу, но ничего страшного. Но сейчас не обеднел, точно не обеднел. Ну, и Емеля тоже. Благодаря тебе. Ну, да, ничего страшного. Как бы на хлеб с маслом, слава богу, есть, ничего страшного. Говорят, ты похудел сейчас уже заранее, вот тебя люди видят. Слушай, физуху убрал. Вообще перестал заниматься физическим развитием, как раньше. Вот. И больше акцента на выносливость, стал больше времени боксу уделять. Почему решил физуху убрать? Просто раньше я, просто как бы экспериментирую над собой.
И посоветовался с тренером по физподготовке своим, и как бы вот решили таким образом поступить. Раньше приходил там по 200 килограмм, жал от груди, забивался там, все делал как бы, а решил в этот раз уделить время боксу и, в принципе, хочу больше боксировать. А верил ли ты, потому что были различные сложности и так далее с тем, что имели выйти на третий бой, верил ли ты, что у вас вот сейчас состоится реванш и что имели на него выйти? Ну это уже третий бой, не реванш. Ну, на третий бой. Слушай, Дань, ты же знаешь, мне какая разница, будет он или кто другой. Просто я хотел боя. А с кем не имеет значения. Психологически никак не повлияет на меня. Я как жил в зале, в принципе, грубо говоря, так я этим и занимаюсь. Не, у меня к тебе вопросов нет. Ты, кстати, в этот раз вот недавно выходил в социальной сети, да, и заявил о том, что в этот раз результат боя будет точно за тобой. Слушай, я в себе уверен. Ты когда дрался, ты был уверен в себе? Я? Да, ты. Не всегда. Не всегда. Ну, а я уверен в себе. Нет, это же- Иначе смысл мне выходить на бой и какие-то сомнения иметь. Вопросов нет. Все, Слава богу, спасибо. Я просто, понимаешь, ты же и в предыдущий раз был уверен. Конечно. Да, и вот такой результат. Какой? Не состоялся ваш Если бой. тебе что-то не понравилось, твои проблемы. Почему ты сразу на меня начинаешь нападать? Ну, а на кого я с тобой Я не разговариваю? нападаю на тебя, я спрашиваю вопрос. А я тебе ничего даже не угрожал ни разу. Что ты переживаешь? Это пока. Что у тебя пока. трусишки припотели, что? Очень странно. Я не твой оппонент, Олег, мне кажется. Пока что. Пока что. Я не собираюсь с тобой драться, мне это неинтересно. Ладно, давай ближе к делу. Ближе к делу давай. Так я задал тебе вопрос, ты начал. Не, я уверен всегда в себе, ну а как по-другому? Ну, я не вижу смысла. Как бы это моя точка зрения. А получилось так, как получилось. Естественно, и выходил за победой, но чуть похулиганили. А ты доволен результатом, вот, Олег? То, что признали бой несостоявшимся и так далее. Вообще, в принципе, ты в этом поединке... Слушай, да было и было. И что теперь? Не, мне интересно, как ты сам оцениваешь, а не к тому, Зато что мы ты- сделали то, что ни разу в топ-доге не было никогда за 5 лет. Базара нет. Мне интересно, как ты оцениваешь, что ты выиграл бой? Конечно. Должен был ли быть минус балл за твои действия, на твой взгляд, если потом как-то Слушай, пересмотрел? Дань, для этого же судьи есть специальные. Не, это я спрашиваю Ну, не твое мне мнение. Вот ты судить. пересматриваешь, и такой, Как бы я делал то, что я хотел делать, понимаешь, как бы, а сняли бы, да сняли. Не сняли, ну, значит, не посчитали нужным или ничего не было. но ты Как бы бы я снял бы принял себя? любой результат. Ты бы себя снял минус балл, когда пересматривал? А я даже не помню, не пересматривал бой. Я же не смотрю бои свои. Понятно. Почему? Не хочу. Не нравится? Не интересно вообще. Я, в принципе, спорт, много времени провожу в зале, и когда есть свободное время, я лучше это время уделю своему сыну. Честно говоря, я как бы стараюсь, в редком случае смотрю поединки. И не свои. Так, Игорь, ты тогда, вот после боя мы разговаривали. Разговаривали. После боя ты считал, что ты выиграл этот бой? Да. Сейчас ты как считаешь? Да, я пересмотрел бой нечаянно. Я снова свои бои не смотрю. Я даже свои интервью не смотрю, ни бои не смотрю. Да и в принципе я ничего не смотрю. Считаешь, что ты бой выиграл? Да, бой выиграл. Без минус балла? Даже без минус балла я выиграл. И минус балл надо было давать? Минус балл можно было и не раз дать. Что ты по этому поводу думаешь, Олег? Слушай, Дань, другого и не стоит ожидать от него. Был бой, слушай, будет третий бой, в чем проблема? Я думаю, этот бой поставит, не то что думаю, уверен, точку поставит в этом поединке, и все. Смысл? Понятно, он на себя одеяло тянет. Я думаю, это нормально в его случае. А что ему делать? Я, в принципе, с тобой согласен. Но в итоге, Олег, я тут веду параллельно, что сижу. Подрабатывай. Скажи, если понадобимся. Олег считает, что он победил. Ты считаешь, что ты победил. Вот в третьем бою что будет? Эмиль, от тебя хочется услышать твой прогноз. Что будет в третьем бою, я сам не знаю. Я еще готовиться не начал. Ты угораешь? Ты еще готовиться не начал. Вчера на спарринг ездил я. Так. Вот, я приехал сюда на съемки своего шоу. У меня будет шоу, называется «Путь мешка».
Вот, суть в том, что я буду по разным тренерам ездить, и они будут меня тренировать. Ну, это как бы неполноценные тренировки, а так на видео тренировки. Это было как с Кармазиным. Вот такого плана будут тренировки. Вот, я приехал, сходил на спарринг и заболел. Вот. 2 недели болел, потом подснялись. И сейчас было за 2 недели 2 раза поспринговался. Вот. Все, вся твоя подготовка? Начал хотя бы. То есть неответственно ты относишься к этому? Нет, у меня желания нету после этих инцидентов, да? Нет желания до сих пор? Меня обидели, я обиделся. Вот это вот. А зачем ты без желания выходишь драться? У меня контракт обязывает. Короче, с вами кашу с двумя не сваришь уже. Вот что я понимаю. Почему? Ну, один не хочет, другой не может. Почему? Подожди. И все, мы оба можем. Ну. Я устал, короче, шевелить этот холодец. Давайте, не, вот, А что ведущий хочешь есть. слышать, Дань? Ну, что сказать тебе надо? Мне вот в прошлый раз нравился газ. Слушай, который у вас честно был. скажу, я в режиме сейчас просто живу, и мне так спать охота, долго ждал. Ненависть была какая-то неприкрытая. Слушай, все то же самое по отношению к Игорю с моей стороны. Просто больше будет скоро, правильно? И там будем драться, что-то как-то качать, выяснять и так далее. Ну, не добавить, не убавить. Ну а что как ли? иначе? Ну, все. Ринг покажет. Ринг покажет, сцена покажет 5 июля. Что тут можно сказать? Есть вопросы какие-то из зала, может быть? Вот, есть у Кимчи вопрос. И вот я и молчу. Вот по поводу твоей мотивации, хочется узнать, контракт на 1 бой у тебя сейчас? 2 осталось. А, еще 2. Еще 4-й бой с Фомичом потом. Я вот потому что подумал, На 3. что такая ситуация, что мотивации, если нет, вдруг Эмили чемпионом станет, как там дальше? Надо Не, а вдруг, это проблема решенная. Каким образом? У меня еще один бой будет по контракту. Математика, это... Ну, то есть вся эта суета уже гасится, исходя из твоих ответов. Да, суеты не будет, да, если бой будет, если вдруг я случайно выиграю, вот, ну, будет бой с кем-нибудь, не знаю с кем. Тут больше вопрос о том, что ты всегда С плотно... Мамукой, он руку тянет. С Ну, Кратосом там еще. вообще, я приходил в топ-дог, чтобы подраться с Горжи, забрать перстень и пропить его с другом Мишей. Это была моя мотивация. Я изначально говорил, я озвучивал. Еще 2 года назад. Но там в абсолютку надо. Ну, поем. Мы можем в абсолютке подраться с ним, в принципе. Почему нет? Но вот самое главное, что можно вопрос закрывать о том, что были какие-то недопонимания у тебя с топ-догом, все, это все уходит, вы о всем договорились, у тебя 2 боя сейчас еще. Да? Это самое Мне главное. говорят про 3. Кто? В ухо. В ухо. Значит, 3, я не знаю. Ладно, давайте, да, следующий вопрос. Так, хотел вот я узнать, Олег так как не сделал вес перед и прошлым боем, он сейчас является чемпионом лиги, или я просто слышал, что бывает там в боксе, если чемпион не сделал вес, то и он чемпионом не остается. Ну, так он и не проиграл. Из-за того, что просто не сделал вес, должны были лишить его титула. Ну бой же аннулировали, да, поэтому он остался чемпионом. Да. Игорь, на подкасте у Армена Гуляна ты сказал, что в бокс хочешь в 78 уходить, ты же угорал или на серьезе? 79. В 79, ты серьезно? Почему? Я последний бой проводил в 79. В детстве. Ну ты сейчас, кстати... 3 года назад. Ну да, ну ты на серьезе говоришь? Да. А ты сейчас вот похудел, что такое? Ну, вот, я сейчас 97-96 вешу. Вот на iPhone не знаю, как я поеду. Или до 92, или свыше 92. Я что-то пропустил. Ты на ИФО поедешь боксировать? Ну да, мы И уже там будет разговор- Олег боксировать. Там и Олег будет боксировать, мы вот там побоксируем еще. Так вот... Да, Ты в каком весе будешь? Свыше. Свыше 92. Блин, история вообще повторяется, у вас же было уже такое. Да, я по боксу проиграл. Ну ты тогда не Игорю, дошел да, там. В кулачке 2 раза выиграл. Не, ну помните, вы еще на одни соревнования тоже поехали, ты там, тебя головой боднули, а Олег дальше там прошел, дрался со своим товарищем, по-моему, да? Не-не-не, мы на ИФО дрались, он дрался с моим другом в другом весе, в 92 килограмма. Я задрался. Я свыше дрался, я выиграл свыше, а Игорь проиграл моему другу. 92. Блин, это такая же история, он как ушедший с ИСой, блин. Тоже бесконечно как будто будете драться. Ну все, в принципе. Будем. Хотел узнать. Где Иса? Нету его.
Бесконечно. Игорь, к тебе вопрос. Ты упомянул... Представься, пожалуйста. Михаил. Ты такой интересный. К тебе вопрос. Ты выступаешь? Пока нет. Возьмешь команду? В какую? Fisting Fighters. Возьму, вот так, конечно. Неправильно показал, вот так. Ты упомянул свое личное подсобное хозяйство. Может, какие-то новые питомцы у тебя там появились? Имена пока не дал. У меня там где-то пополам произошло. Половина петухов, половина куриц. Ну, где-то 30 куриц, 30 петухов. А куриц как называть ты будешь? Вот я думаю, вот я говорил, что у Гуляна, что хочу стримы вести. Вот в стримах я будем называть, имена давать. Спасибо. И коллегу вопрос. Олег, в прошлом бою у тебя была мотивация с Игорем. Это выступление твоего сына, если не ошибаюсь. Как дополнительная мотивация. Ты говорил, что не можешь проиграть в такой день. Перед этим боем у тебя есть какая-то мотивация дополнительная? Слушай, хочу быть чемпионом. Это главная мотивация. И быть гордостью для своего близкого окружения, для своей семьи. Естественно, мы же не просто так тренируемся, не чтобы выходить и проигрывать, как бы быть лучшим, как бы не только на работе, но и, в принципе, в жизни тоже. Поэтому мотивация быть лучшим, вот и все. Такое ощущение, что в прошлый раз она была ярче у тебя мотивация, чем сейчас. Или ты А сейчас... в чем твои ощущения заключаются? Ну, как ты говоришь. Вот. Или сейчас ты просто так уверен, что победишь, что тебе даже ничего говорить не Так уже был вопрос про уверенность. Ты, когда идешь, что ты делаешь, ты уверен в себе? Иногда. Как понять иногда? Зачем ты делаешь тогда, если ты не уверен? Нет, бывает, Ну, что слушай, уверен, ну, бывает, что не мы уверен. идем откровенно бить друг другу лица. Как бы условно понимая, что мы можем там и упасть, и не встать. Конечно, я уверен в себе. А для чего я тренируюсь, там, соблюдая режим питания и так далее, веду здоровый образ жизни? Ну, конечно, я уверен в себе, а смысл по-другому. Спасибо за ответ. На здоровье. Влад, ты хотел вопрос задать. Я хотел его, не знаю, Войсу задать. Думал регбисту, потом вообще идеально Войсу. Но так в целом к топ-догу обращусь. Ну, давай. Денису Урагану, например. Давай. Вот количество цикличных противостояний не пугает? Ну, хочется какие-то новые, может, сюжеты, потому что здесь там третий бой, да, там, тут второй раз встречаются бойцы. Секунду на обработку, сейчас я подумаю. Да подожди, тут меня обрабатывать Не ничего пугает. надо. А где там большая цикличность и противостояние? Ну, Шиша дрался с Тандовским 3 раза, Олег с Эмили дерется 3-й раз, это, по-моему, после того, как они подрались, вы там все бегали, все спрашивают, это же по-любому будет сразу 3-й бой, это по-любому надо Но делать. здесь незавершенность результата. Здесь незавершенность. соглашусь, А какая еще у нас циклист? Шиша вот не дрался с Мустаком ни разу. Я тоже ни разу с Терриблом не дрался. Ты вообще дебютант. Практически. Депутат. Дебютант. Сборник со жрецом не дрался. Сегодня весь карт, кроме, кто там, реванш Спивак с Ханом. Ну, да не такая уж и цикличность, на самом деле. Новых лиц много. Там еще Самурай будет- поднимается в 94, Самсонов может Да. опуститься до 94 килограмм. Я бы не сказал, что какая-то цикличность прямо есть. Баварский снайпер поднимается в весовую Что мы категорию тут по кругу 96. все друг с другом Кратос деремся. Это вот переходит. Андрюхи Борисову вену. Я опускаюсь в 85. Он там уже со всеми передрался, что придумывай. сейчас на второй круг, Кстати, возможно, надо сегодня будет я с заходить. Войсом разговаривал, перебью. Если получится, я тоже 85 спущусь. Серьезно? Ну, я хочу, да, попробовать. Не обещаю, но хочу попробовать. От маги хочешь убежать? Мага, Как понять, я наоборот туда иду. Я туда иду. Не надо меня догонять, я сам приду туда. Вот Не мага надо. хочешь вопрос задать. Хочу попробовать, мне интересно это. Прикольная идея. Не знаю, получится, нет, но я пока 12 скинул. Да, всех приветствую. На 85 сейчас на это обращение к лиге нету претендента. Ну, то есть ближайшие, там, не знаю, сколько ждать. В 94 тоже не будет претендента после ихнего боя. Почему? А кто у них претендент есть? Не, ну, в Вот у 90... них бой пройдет сейчас. А, ты имеешь в виду, что Да. нового не появится? Да, Да, неправильно. никого нету. Почему бы осенью не устроить бой двух чемпионов? Между прочим, Мага давно уже просит об этом. Да, так Почему что- вы не даете мне с ним подраться? Так что не А ты тоже опускайся. хочешь, Весь чтобы- не Ну, надо тебе конечно, а опускаться. почему нет? А что я скажу, нет, Мага, я не буду с тобой драться? Ну все, тогда вот давайте вы В чем сейчас вопрос-то? подеретесь, не Вот будем за спину 94 заглядывать. решат. И, И я думаю, осенью прям. Как бы я не Поехали. забегаю вперед, но если все, слава богу, получится, то
Ну давайте после того, как потеряетесь, Погнали. Меня посетила Давай. информация. Лиге не нравятся краткосрочные противостояния. То есть вот долгосрочный переход Лига бы было интересно. А вот именно краткосрочное... Вот Я это готов вот, на 2 веса. на 2 веса ты готов. Да. А раз уж ты заговорил, достоин ли Виталий Эншент титульного боя вот после того, как он дважды травмировался, на твой взгляд? Тут я не хочу говорить достоин, недостоин, но вы поймите меня, если я сейчас в 3-й раз с ним соглашусь на бой, где у меня гарантии, что опять он не слетит? Ну вот просто пусть проведет хотя бы бой, посмотрим. Там уже, я говорю, Яхья зашел, очень серьезный соперник. Вот, причем с ним можно было его свести. Они, вроде Яхья сам вызывал его. Так что, а я хочу себе серьезные вызовы. Вот я вижу в 94 2 человека. Кто из них сильнее, я решу. Блин, ну они здоровые, смотри какие. Ну ничего. Размер не важен, ты чё? Чё ты начинаешь пугать людей, бля? Дай нам бой и все. Да, это будет исторический бой. 2 действующих чемпиона. Все, всем спасибо. Спасибо. Тут мы на этом и закончим. И мы перейдем к той паре, которая эпическое противостояние. Король мировой дэткор-сцены, ну и крестный отец кулачки в странах СНГ Данил Рыгби-Сталеев и Александр Террибл. Александр, добро пожаловать. Всем здорово, спасибо за приглашение, мне очень приятно. Я даже встану, поздороваться. Всем здрасте. Да, мне на самом деле очень приятно здесь присутствовать, потому что я являюсь большим фанатом смешанных единоборств, там всего такого вот. И за топ-догом я слежу очень давно. И, блять, мама, я в телевизоре. Короче, мне очень приятно здесь находиться. Вообще прямо ух. Спасибо. Даня, вот такой вопрос к тебе. Вот ты на Александра вот смотришь как на бойца или вот все-таки как на певца? Ну, или как вот исполнителя. Ты меня спрашиваешь? Да, тебя спрашиваю. Я смотрю как на своего соперника. Мне, честно говоря, без разницы, певец он или чем-то еще он занимается. Я посмотрел его интервью, если можно так сказать, вот, которое брал Денис в Frontline. И мне, в принципе, многое очень с ним общее я нахожу и в пути в каком-то, в его жизненном, и в взглядах на жизнь. Я смотрю на него как на очень целеустремленного человека, и мне вот хочется просто узнать, почему он решил драться, почему он решил, что это его, почему он решил себя в этом попробовать. Там в интервью ты сказал, что у тебя вот сердце просит это все. Вот в какой момент, сколько лет назад у тебя начало сердце просить это? В 2019. То есть 6 лет у тебя уже сердце это просит, и не перестает? Да. Очень долго. Да на самом деле я как бы сам для себя не мог ответить на этот вопрос чисто вот разумом. То есть зачем мне это надо? Потому что у меня в музыке обстоят дела прекрасно, то есть я хорошие деньги зарабатываю, я популярен в своей там вот этой тяжелой индустрии там, и так далее и тому подобное. Но когда когда именно у меня сердце просит, да, вот в 14-15 лет я занялся музыкой, у меня сердце просило. И где-то условно 10-11 лет я занимался музыкой, мне это вообще ничего не приносило, никаких бенефитов, ни денег, там, ни славы, ничего. Но я занимался музыкой каждый день, я, то есть, и горел. Чтобы чем-то конкретно заниматься такое долгое время, нужна мотивация. А мотивация пропадает очень быстро. А когда сердце просит, сердце горит, мотивация остается всегда. И вот в 2019 году я начал заниматься боксом просто для себя и задался вопросом, зачем я это делаю. То есть мне нужна какая-то... Это через сколько после того, как ты начал заниматься, ты задался этим вопросом? Слушай, наверное, в 22-23 году. Ну, 3 года просто так по фану. Это просто для себя было. То есть я как бы вот в тур уезжаю, приезжаю домой, у меня там есть ровно там месяц, допустим, там 2 месяца. Я там начинаю заниматься как бы раз в неделю, 2 в неделю. Потом меня это, начинает увлекать. Вот. А серьезно я уже начал заниматься, я думаю, что в 2023, начало 23 года. Вот. И, соответственно, когда сердце у меня просит, то я об этом думаю просто каждый день. И я не могу себе ответить на вопрос, зачем мне это надо. Просто вот хочется и все.
И сколько боев вот с 23-го года, по каким-либо правилам ты проводил? Ну, я только по кулачке, вот в Америке... Не, один имеется раз в виду, там, раз. может, открытые ринги какие-то, что-то, вообще какая-то боевая практика, вот какая у тебя за вот годы того, сколько ты занимался, была? Да, блядь, мало бы. Можно материться вообще? Ну, Нежелательно, да? Аккуратненько немножко, но можно, да. Я тот еще Чтобы сапожник, приукрасить на самом деле. эффект какой-то. На самом деле мало боев. Я вообще, в принципе, в жизни мало дрался. Хоть я и учился там в кадетской школе, интернат, да, там дети-беспризорники и так далее и тому подобное. Меня как-то все это обходило стороной. И я достаточно позитивный парень, не проблематичный, не конфликтный и так далее. Ну вот. Ну, я, конечно, дрался в своей жизни, да, и на улице. Но в ринге за все вот эти вот с 2023 года, ну, наверное, раз 5. А что это за бои помимо кулачки были? Ну, это просто вот по ММА какие-то там, условно, любительские. На любительских турнирах. То есть Да. у тебя 5 боев всего в ринге? Ну, вообще плюс-минус. Плюс-минус. Ну, ты опыт У меня не опыта получается. нет вообще. У меня есть дикое желание. Но это на самом деле гораздо хуже. Лучше бы у тебя было много опыта, но не было желания. Мне голову еще никто не отбил, так сказать. Вот на тебя смотрю, да, ну, по глазам видно, что действительно есть желание, и, ну, у тебя даже желание, на самом деле, возможно, побольше моего, могу тебе сказать, потому что вот мне хочется понять, как так, если у тебя уже есть какой-то альтернативный доход, ты не зарабатываешь на жизнь боями, а в принципе, на самом деле, удел профессионального бойца, ну, довольно дело неблагодарное, очень авантюрное, опасное, и сколько вот я смотрю и наблюдаю за карьерой профессиональных спортсменов, она вот хорошо идет в гору, пока человек не становится сытым и не находится в комфортных условиях. И я вот хочу понять, как ты из комфортных условий, наоборот, что вот в тебе такое произошло, что ты решил себя вот в этот пиздорез запихнуть. И пока что, то, что ты говоришь, нет опыта, возможно, ты просто не совсем понимаешь, с чем можно столкнуться. Да, конечно. Безусловно, я не понимаю, с чем мне, может быть, там придется столкнуться там, и так далее и тому подобное. Я говорю, еще голову не отбил никто. Вот. Но я такой достаточно... Я сначала делаю, потом думаю. И всю мою жизнь так. В этом мы с тобой похожи. Я, кстати, тоже заметил то, что и ты и нос сломал, короче, вот недавно, да? Вот это, кстати, хотел спросить. Это у нас судьбоносное, на самом деле, сражение, потому что когда вот я сломал нос, мне говорят, о, ты как раз уравнял шансы, он тоже сломал нос 2 дня назад. Как ты сломал нос? Ну, на спаррингах я, короче, спарринговался с тяжами, и там есть зачем, один если Валера. я маленький, ты спаррингуешь с тяжами? Я не знаю. Мне сказали, с этим стоит. Я такой, ну, давай. Так. Ну и все, и там, короче, Валера, он, блядь, он бьет, пиздец, как конь копытом, нахуй. И у меня в шлем там все, ну, как бы все при себе А было. у тебя шлем без бампера, да? Да, без бампера. И, возможно, вот когда я выступал на РСС, вот этот вот Оспанов, он мне, как бы, ну, нос уже сломал. Да и не было ничего там, я смотрел, Думаешь? ничего он тебе не сломал. Он тебе там вообще 1 раз только попал, ничего он тебе не сломал. Ну, может быть. Ты им, Ну, что, по-моему, у тебя тоже ничего не сломал. У тебя ж кровоточил нос после своего боя? Да, Изо да. рта шла кровь? Ну, в рот попадала? Да. Ну, блин, может, и сломал, конечно. Подожди, после боя РСС? Да. Не. Не, ничего он тебе не сломал. Ты бы вот понял, после того, как Валера мне попал, ну, шла кровь. ты же Изо сразу рта, понял, нахуй. что тебе нос сломали, когда Ну, Валера я вот тебе так попал. вот шатаю сейчас, вот до сих пор как бы шатается. Ну, ты не шатай, у меня тоже шатается. Я стараюсь не шатать, не хочется. Так, но, кстати, отдаю должное. Вот ты сломал нос. Я сломал, думаю, ну, может, он захочет перенести бой. Я спрашиваю у матчмейкера нашего, он говорит, не, он говорит, ему насрать. Я думаю, блин. Да не, на самом деле я бы еще и 10-го побился мая. Просто, А почему ну, не смогли мы побиться 10-го Ну, мая? потому что у меня были свои личные дела, так сказать. И потом я думал, что у нас будет съемки клипа, так и как бы получилось. Вот. И плюсом я еще тогда заболел в преддверии. Я такой, ну ладно, нахуй, не суждено тогда. Пускай лучше на Ивит перенесет. Я как раз-таки подумал, что у нас сорвался бой в мае, потому что, ну, во-первых, изначально я там чуть потравмировался и спросил, есть ли такая возможность, мы ее сбрили, все, настроились на 10 мая. А потом я подумал, что когда ты в итоге перенес, что ты столкнулся с такими тяжбами в подготовке, как раз когда всякие тяжелые Валеры начали тебя бить, что желание немножечко... Ты подумал, что ты не так уж ты хорошо к этому делу готов и решил Да взять себе нет. побольше времени на подготовку. Да нет, на самом деле у меня времени на подготовку вообще практически не будет, потому что я
5 июня улетаю в Америку, там выступать. У меня времени не будет готовиться, в принципе. Потом я возвращаюсь сюда, после концертов бьюсь. И потом сразу практически улетаю опять выступать. То есть, ну, я говорю, то, что меня не пугает, вот то, что я там не готов, или там, что, короче, у меня опыта там нету, или еще что-то. Нет, меня это пугает, я как бы волнуюсь, там, переживаю туда-сюда, но я не могу с этим ничего поделать. То есть у меня сердце говорит, ебашься. Надо сделать. Да. Надо И сделать. все, и здесь назад. Я хочу побыстрее с этим уже закончить просто, понимаешь? Чувствуешь себя обремененным этим? Но в плане того, что вот у тебя есть какой-то долг, и ты не можешь свободно мыслить, что-то себе 100%, позволять. да. И вот как кандалы, которые ты сможешь снять только после боя. Есть у тебя такое ощущение? Да, и у меня это было ощущение до RCC тоже. И когда я подрался, у меня вот это вот ощущение пропало на несколько, там, условно, недель. А потом я вот с вами, Ты короче... там мы сразу и нарисовались. Да, я такой, 5 кандалы. Ну ладно. Блин, ну ты очень на меня похож. А ты его видел Я вживую заметил, на самом деле, когда-нибудь? да. Ты его видел вживую когда-нибудь? Я один раз с ним встречался. Вот, да, Блин, ну был он такой. здоровый, слушай. Мне всегда были, ну, в 9 случаев из 10 ребята, с кем я дрался, всегда были Ну, больше кстати, меня. я тебя респектую за это, потому что я тоже дрался, ну, с тяжом на голых кулаках. И как бы, блядь, ну, на голых кулаках получать по лицу, пиздец. Особенно тяжа, там, как бы, ну, хорошо голова отлетает. Ну хорошо, Вот. ты не тяж еще. Ну, я не хотя бы. тяж, да. Я никогда... Я в своей жизни весил максимум 95 килограмм. И то я, короче, когда, ну... Я столько никогда не весил. Да, я в качалку пошел и такой думаю, надо накачаться, что-то я худой туда-сюда. И вот 95 я Это максимум... сколько тебе весил. лет, 17 было, наверное, когда Да в качалку нет, пошел? 22, наверное, 23. Я был просто, ну, таким толстым, жирным, короче. Вот. А сейчас плюс-минус я вешу 80 там... Ну, когда я прилетаю в Россию сюда, я начинаю есть, потому что в Америке мне еда вообще не нравится, отвратительная еда. Вот в России я вешу там, ну, максимум там 89. Ну, это, ну, я просто обжираюсь. А там жарко еще, во Флориде живу, там потеешь постоянно. 84-85. А сейчас сколько? стабильно. Сейчас 87. 87. Да. Ну, я Не сгоню быстро. беспокоит, вот я слышал как раз со стороны РСС, Николай Клименко очень беспокоится, что у тебя может не получиться сделать вес. Да я сделал. 80 килограмм. А ты сколько весишь? Я планировал, хотел набрать до 82-83 и оттуда скинуть 80. Но у меня вот все уже 5 лет природный вес мой стоит, и 77 я весил, сейчас вот 78. Ну это еще 79. недолго так будет. Ты это... Да, уже много лет это длится. 78-79 я вешу, буду недовесом, я, скорее всего, на этот поединок выходить. Ну, значит, так должно быть. Ну, И круто, круто. всегда Я с большими. респектую тебя за это. Круто. Я Может, тебя тоже все-таки снимешься, респектую. Дань? А? Ну, может, все-таки снимешься, он здоровый еще такой. Да ты зачем ты это говоришь? Слушай, Да да, он не снимется, он точно такой же, короче. У него там... Да, в душа этом и нараспашку, проблема, да? и на самом деле, что делает этот бой очень интересным, и это отвечает на вот вопрос, который мне задавали 10 раз, я еще раз на него отвечу, не знаю, почему у всех это в головах. Почему я считаю, что Терри был опаснее Артема Тарасова? Потому что я в нем вижу очень много желания, вижу в нем какую-то из версий себя по настроению, которая у меня была, когда я вот начинал как раз драться, у меня был такой же голод, и абсолютно необоснованный и неадекватный, но который принес, как вот можно сейчас посмотреть, какие-то свои плоды. И это очень страшное настроение, я вам скажу. Но я себя успокаиваю чем? Тем, что если бы я сейчас встретил себя молодого, то я-то знаю, что бы я мог себе противопоставить. Вот поэтому мне кажется, что я знаю, что я смогу противопоставить Terrible. И хотелось бы узнать, что. Ну, что а нам мы не ожидать? будем Сено покажет. Сено покажет, да, наверное? Ты это хочешь сказать? 5 июля. 5 июля себя ЦСКА покажет. Я Арена. хотел вот что спросить. Падал ли ты когда-нибудь? Нет, никогда. Никогда не падал? Нет. А нет ли у тебя ощущения, что, С велосипеда. что тебя нельзя уронить случайно? Нет, у меня нет такого ощущения. А откуда, Мне если щупов никогда не пробил падал? так, что я ж, блядь, у меня дежавю такое сразу в момент удара. А, Потом ты мне- здоровался? Было, что здоровался по несколько раз с людьми? Ну это Да, в принципе, обычная как бы у меня ситуация. такое, да. Это вот после Щупова так было? А Не, зачем не ты после стоишь с Щупова. таким человеком, как Щупов вообще? Ты мне объясни. А с кем там еще стоять? Там одни, блядь, жесткие матерые ребята, и они мне все говорят, давай, мы с тобой зарубимся. Не Все с хотят со мной пупсиками, не с зарубиться, пупсиками, блядь. короче, с серьезными ребятами Ну стоишь. да. Плохо это, я рассчитывал, что ты с пупсиками стоишь. Так тебе после Щупова уже тяжело будет удивить. Я-то не Щупов, конечно. Но не падал, но здоровался. Было, что после тренировки ходил, здороваешься, говорит, так мы здоровались. И перед тренировкой.
так, плюс, да, это еще перед тренировками все было. У меня как бы, ну, такие, блядь, моментики тоже имеются. Ну, это вещь такая, ну, видишь, плохо, что ты не думаешь, что тебя уронить нельзя. Да нет, я думаю, я как бы, ну, не бессмертный. Он же ничего такого не сказал. Да, ты на меня пуху нагоняешь уже. Не, я не бессмертный, как бы. Мне не стрёмно будет упасть. Начнем с этого. Мне Это следующее очень плохое, что я услышал в твоем интервью. Очень плохое, что я услышал, что он говорит, самое стрёмное, и за что, как бы, это то, за что я больше всего как раз-таки всегда переживаю, когда выхожу драться, опять в чем мы в очередной раз похожи, что стыдно там не проиграть, не так далее, а стыдно сдаться. Да. Стыдно, типа, смолодушничать, стыдно где-то дать заднюю, и... Я по себе сужу, что раз у меня такие мысли, я даже там на кривой кобыле что-то какие-то нормальные бои показываю и заставляю людей потеть, то я понимаю, что и ты собираешься заставлять меня потеть, это мне не нравится. Это мне вообще не нравится. У тебя еще там Серега помогает. Да, мне много кто помогает. А Серега против меня серьезно настроен, у него там есть обиды. Да нет, он о тебе только хорошее говорит. Да? Да. Пугает тебя мной? Не, нормально. У меня вообще здесь группа поддержки со мной сидит. Вот это вот я хотел все обратить внимание, не знал, как подступиться, потому что вы, может, даже не замечали, что за серьезный человек к нам приехал. Вот представь как-нибудь. Да, здесь сегодня сидит Александр Волков. А также за его спиной сидит Макс Пулемет, Матвуха и моя супруга Милана. У меня сегодня вообще супер крутая группа поддержки. Если бы я сегодня пришел один, а я как бы рассчитывал сюда один прийти, мне как бы похуй. Вот, и жена сразу говорит, а можно я с тобой? Я говорю, ну блин, здесь долго сидеть будет нудно. Не-не-не, я хочу. Она мне еще говорит, блядь, иди дерись, иди делай там это, это. Вообще пиздец, я думаю, нихуя. Я думал, то, что жена как должна, ну, наоборот, оберегать. Глупости делать, да. И, короче... Не жалейте у своего мужа. Так она его кормит, как ты видел, нет? Там вообще просто, там история от ТАСС. Там целый холодильник еды просто по приезду. Хорошо готовит. Подбадривает, говорит, сделай шоу. Вот она же смотрела, как мы с тобой делали. Она тебя ненавидит, братан. Да? Это неудивительно, меня многие женщины ненавидят. Да. Ну, в общем, да, если бы я сегодня пришел один, как бы, ну, я и так волнуюсь, нервничаю. То есть у меня есть опыт там выступлений на сцене, там, разговаривать с людьми там, и так далее. Но для меня же это как бы, ну, впервые, типа, конференция. Вот. А с такой группой поддержки мне вообще... Если что, Макс видит, за меня подерется, да? Вот интересно послушать, что вот Александр Волков тебе, в принципе, когда ты решил вот начать драться на голых кулаках, что он тебе говорил, как он... Он говорит, идиотник, что ли? А с Сашей ты стоял когда-то? Нет, слава богу. И не собираюсь. Ну, понятно. Хочу еще... Александр, может, как-нибудь прокомментируете этот момент? Всем здравствуйте. Да, прокомментирую, конечно. Александр мы с ним первый раз познакомились, он приезжал на концерт в Лас-Вегас, потом приезжал на мое выступление в Лас-Вегас, и что я понял с его слов, действительно, что он этой идеей выступлений горит, ему прям хочется подраться, и он после первого боя, я ему написал, ты типа сейчас настоящий боец, чувствуй себя профессионалом, чувствуй себя бойцом, и будь таким, поэтому я бы сказал, что, наверное, он не музыкант, который со время между турами дерется, а боец, который между боями выступает на сцене, и относитесь к нему именно так. Я думаю, что бой будет неплохой, он выложится на полную. Как он, в принципе, это все и транслирует сейчас. Вот, и предлагаю к нему относиться именно так сейчас, посерьезней. Я максимально серьезно. Спасибо. Мне очень приятно. Вопрос, вы оба медийные личности, а вот сначала тебе задам. Ты знал Александра до того, как вам назначили бой? Ну, или когда он появился в кулачном пространстве? Слушал ли ты его музыку? На самом деле, не, музыку я его никогда не слушал, не потому что он мне не нравится, а просто, ну, как-то не пришел к этому. Это одно из, вот, я всегда говорю, что людей, которых я вот там на открытый ринг куда-то приходил или на стрелку, всегда вижу человека и такой, вот, я буду драться с ним. Ну, что меня там с ним как-то сведут или судьба так сойдется. И когда еще я смотрел в Ютубе видео про голые кулаки, там под Bare-Knuckle как начинался и вообще про какие-то подпольные бои, мне там как раз-таки попадалось какие-то видео с Terrible Александром.
И где-то, короче, в Ютубе я его встречал, примелькал, смотрел и помню. Мне его показывал также вот мой друг Миша, с которым мы вместе делаем. Топ-дог рассказывал, что вот смотри, парень из России, как он далеко уехал. И как-то какую-то связь, что почему-то когда-то я с ним буду, но не думал, что с ним буду драться, я ощущал. А потом сейчас еще, я где-то увидел видео, наверное, запрещенной социальной сети, где стоит человек, и ему вот так вот по голове бьют, он просто лбом что-то встречает. И я подумал, вот было бы интересно с таким подраться. И вот оказалось, что это и был в итоге. А вот момент, когда он тебе приглянулся, это было до его заявления о том, что он будет драться в кулачке? Нет, это проглянулся в плане вот этого видео. Нет, вот ты его говоришь, я там смотрел Барнакл, потом мне попадались видео Александра, и ты такой сразу... Мне музыкальные какие-то видео попадались вот, просто. да, это и не, хотел я узнать. тогда не думал же, что он боец вообще никак. Просто, что я его видел. Понял. Как-то он мне на горизонте попадался, но никогда не изучал. Миша больше, на самом деле, был посвящен в курс... Я высоко держу. Миша был достаточно посвящен в курс... Типа неэстетично выглядит. Миша, говорю, в итоге больше был всегда в курсе, что это за человек. И рассказать тебе, как этот бой вообще произошел, как он случился. Ну, если уж так, давай, я, в принципе, не спрашиваю. Вот давай. приходит ко мне наша команда. Матчмейкер Михаил говорит, смотри, какой интересный человек. Он, говорят, хочет начать драться на голых кулаках. Вот, уже РСС его перехватило, будет сейчас драться. Давай подумаем, с кем он... неровно дышит к топ-догу, он нам очень подходит, ему очень все это нравится, можно что-то придумать, с кем же ему можно подраться? Я там начал накидывать варианты всякие, и все, кого я не накидываю, говорят, в 10 боев из 10 они его выиграют. Я вот, готовясь к тебе, не думаю, что в 10 боев из 10 они бы тебя выиграли, могу тебе, по крайней мере, не так к тебе отношусь. И в итоге они все накидывали, и оказывается, они меня плавно склоняли к тому, чтобы я свою кандидатуру к этому предложил. Поэтому я решил посмотреть его поединок на РСС. Я тогда вот как раз, единственный у меня отпуск был, сидел на Шри-Ланке, и открыл вот видео, стал сидеть наблюдать, и прям вот там принял такое решение, что давайте вот договаривайтесь, мне было бы интересно, действительно круто было бы с ним подраться. Вот прям вот когда нажимал на кнопку «Отправить сообщение», тогда я и как бы принял эту судьбу свою и решил, что типа все, буду с ним драться. А поединок сам тебя не напугал? Он там смел человека? Нет, поединок меня на самом деле не напугал. Мне показалось, что я увидел, что я могу ему предложить, что я выиграю. Да я там особо ничего не показал. Там, скоротечный такой все получился. Я вообще им недоволен. Да мы видели. Да. Да. А у тебя вообще какие цели, Саш? Вот, в кулачке. Докуда ты хочешь дойти? Во-первых, почему у нас не вот такие вот микрофоны? Потому что это очень круто выглядит. Топ-дог, там все это такое. Да это вот как... Еще раз будешь драться, сделаем тебя. Ладно. А может поменяемся? Да не. Они у него настроены у них по я понял. Ну ладно. Что там, какой вопрос? Да вопрос, говорю, какие у тебя цели в кулачке вообще? Докуда вот хочешь идти? Вот тебе сейчас... я, короче, вот как Саня Волков сказал, типа, вот там он боец, или сюда. Я думаю, что мне минимум 10 боев в кулачке надо провести, чтобы назвать себя бойцом. И, я бы хотел, опять же, если мне голову там никто не отобьет, если мне так повезет, то что я там буду показывать себя круто там и так далее и тому подобное, вот 10 этих кулачных боев, и похуй, типа, выиграю или проиграю, и вот тогда я боец. А вот где? Это цель. А в какой лиге? Или где? Да неважно. Мне топ-дог нравится. То есть мы можем тебя увидеть после этого боя опять в карте? Скорее всего. А почему вообще есть желание называться бойцом? Просто опять-таки смотрел это интервью. комплексы с детства. Вот, я к этому хотел подвестись. Во-первых, смотрел интервью, где опять общее, что тебе говорят боец, и ты говоришь, меня немножко передергивает от этого, если я с этим не ассоциирую. Я музыкант. Вот. Я не музыкант, но могу тоже сказать, Ты же на треугольнике играл. На маракасах. Что до сих пор, тоже на треугольнике. Не считаю себя бойцом и считаю не очень правильно, если ко мне так обращаются. Но стремления, чтобы меня так называли, у меня нет. У тебя оно есть? Да. Почему? Это круто звучит. Ебать, он боец. А такой вопрос, Саш, а кто ты хочешь, чтобы тебя назвал боец? Потому что вот сейчас, Александр Волков сказал... он льстит мне. Он не считает меня бойцом по-любому. Он так меня подбодрить. Не знаю, мне кажется, вот довольно четко и понятно, кто ты хочешь, чтобы сказал, что вот Терри был боец. Все.
Не знаю, мне кажется, сейчас вот Даня говорил о том, что вот, ну, действительно респектует тебе и вот увидев в тебе довольно достойную оппозицию, и мне кажется, никто из зрительского зала не сомневается вообще в том, что ты выйдешь Да и это покажешь красиво. другое. Да, у меня же должен быть, ну, типа, бойцовский Где опыт. вот эта точка, когда такой... Ну, блядь, Ну, 10 я боев. боец, 10 боев. Все, 10 чтобы боев, я да? еще и хорошо провел. 1 или 2 уже есть? Тот с Два. черным ты считаешь? 2. Ну, и, блядь, ну да, нихуя, он что, и тяж был. Ну да. 2 боя уже есть, это 3-й, осталось 7. И все в топ-дог. Ну, подписывайся давай, да, в Мы топ-доге. посмотрим еще. Еще хотел, пользуясь случаем, рассказать и выразить респект как раз твоей команде, потому что спаррингуемся, и вот на одни из спаррингов показалось, что позвать Макса Пулемета, он будет похожим. Да, он мне рассказывал уже. В чем-то. Но я вот людям хочу рассказать, чтобы понимали на самом деле, насколько честные бывают люди. Я бы так не факт, что сделал. И зовем Макса Пулемета со мной поспарринговать, потому что кажется, что он похож на Шкалая. И я говорю, они вроде общаются. Чибис говорит, да не, они там так одно видео сняли. Звонит Максу, рассказывает ему, а с кем надо спарринговать? Он говорит, вот с Данилом, они же там собираются драться с Терриблом. И Макс Пулемет говорит, я не могу прийти спарринговать, потому что на самом деле я близко очень общаюсь с Шоколаем, и это будет неправильно, и это будет нечестно. А это, ну, для людей в спорте разбирающихся. Все понимают, что если поспарринговать с противником, можно очень много чего лишнего потом узнать и рассказать. И не пришел, действительно, ничего даже не смотрел, никак не помог в подготовке ни себе, ну, ни Шоколаю, ни мне. За это очень респектую, я, честно, оценил этот момент. Можно было воспользоваться случаем. Не, на самом деле, я бы был не против, в принципе. Как бы, ну, чтобы Макс с тобой Естественно, ты был бы не Я говорю, Макс, что он там? Готов, не готов? Да не, на самом деле, реально, я был бы не против, как бы, это был его личный выбор. Я бы поступил точно так же, как бы, я Максу об этом сказал. Но вот когда он мне позвонил, сказал, то, что вот так и так, я говорю, блин, Макс, ну, типа, спасибо тебе, я благодарен, я бы точно так же поступил, но ты как бы сам решай, типа, ну, меня это как бы никак не заденет. Вот. Но мне приятно, потому что меня такие люди окружают. Да. И это тебя еще опаснее делает. Так, а у меня был вопрос к обоим ребятам. Вот регбист на него ответил, тебе теперь задают. Ты знал о регбисте о регбисте бойца, его спортивной карьеры до того, как сам согласился с ним на бой? Ну, я же его знаю со стрелки. То есть, как бы, ну, такой харизматичный парень. Ну, парень-рубаха, типа, вот такой душа на распашку, там, характер, прет вперед, там, и так далее, и тому подобное. Вот именно со стрелки, да. И потом я, ну... То есть еще до топ-дога ты стрелку смотрел? Да, да, да. Ничего себе. Ну, вот, и потом, короче, ты, ну, организацию топ-дог сделал, вот эти вот первые бои, там, короче, у вас моряк, по-моему, с... Пулеметчиком. Да, с пулеметчиком дрался. И потом... Вот Гаджи там, Макс ВДВ, и вот с тех пор, короче, я начал смотреть, и с тех пор я понял то, что вот блядь, почему раньше ну, никто не сделал так, потому что это действительно круто, это действительно стиль, и вы этот стиль дальше развиваете, и он мне близок, то есть, ну, у разных, у промоушенов есть как бы свои какие-то, как сказать, своя атмосфера, там, свой стиль, свое видение там, и так далее. И это как бы и не хорошо, и не плохо, это просто другое, да. Вот мне топ-дог близок как бы по душе, по стилю. То есть это вот у меня просто ассоциации сразу идут с Англией. Вот когда англичане, короче, кулачные бои проводили, плюс они там собак, ну, травили друг на друга и дрались там собаки между собой, да. И вот эта вот вся атмосфера, там, ирландец с англичанином дерется. Мне кажется, что вот этот вот топ-дог воссоздал. Плюс модернизировал, стилизация, короче, под музыку, и визуальная составляющая просто вот совпала. И мне это очень по душе. И здесь ребята такие дерутся, которые, ну, во-первых, как бы у них трэш-ток интересный, да, если он есть. Во-вторых, здесь все, бля, ебаные камни просто такие, ну, типа, бля, покажу тебе все, да, я не буду с собой разговаривать. Вот два главных камня слева от тебя. Да. Вот, мне такой, как бы, настрой больше нравится, чем вот это вот все. А потом, ну, типа, какая-то чепуха на этом, на деле получается. Не переживаешь ли ты? Вот ты вот, ну, не был же ни разу на топ-доге. И в плане... В плане атмосферы? В плане того, вот в плане выхода. То да, есть это наоборот меня зарядит. Это наоборот меня зарядит, потому что это похоже на наши концерты. То да, есть, когда... вот об этом я тоже думал. Да. Все не в твою пользу. А прикинь, ты меня вырубишь, блядь. Я такой, сука.
Нет, ну, на наших концертах плюс-минус то же самое происходит. То есть, как бы, если кто меня не знает, я играю тяжелую музыку, тяжелый металл. И у нас там прям, ну, пацаны, там, вот это мошпит называется, да, пацаны прямо, короче, стенка на стенку хуяются там, ну, вот такая атмосфера, энергетика агрессивная очень. Но в то же время, как бы, каждый друг друга уважает. То есть, там, кто-то упал, поднял, там, кто-то... Ну, Это слэм или мошпит? Это же разные вещи. Ну, это все там. Это стена смерти, слэм, мошпит. И он бывает контактный, неконтактный. Он бывает такой, знаешь, ну, позитивный. А бывает то, что там, ну, пацаны рубятся. Если ты туда залетел, то, как бы, ну, отвечаешь сам за себя. Вот. И у нас такая, ну, стилистика достаточно агрессивная. А Топ-Дог, он стилистически подходит вот этой вот ко всей вот, нашей музыке агрессивной. Вот. Поэтому я очень полюбил Топ-Дог. Группа будет играть на твоем выходе? Блядь, ну нет, к сожалению. Потому что это очень сложно организовать, во-первых. Во-вторых, все пацаны сейчас в Америке уже. Я понял. А вам нужен игрок на треугольнике в группе? Даня, в смысле? Ну, естественно, я не играю на треугольнике. Ну, после боя посмотрим. А вот про концерты сейчас. Ты с 5 июня уезжаешь в тур. Да, у меня получается 7 числа концерт в Канаде, потом 15, если не ошибаюсь, июня и 16, 17, 18, по-моему, тоже концерт уже в Штатах. А потом, короче, 28 июня в Финляндии концерт. И потом я сразу после концерта лечу сюда, ну, типа, условно, на бой. Делаю вес там, который нужно будет скинуть еще достаточный. Вот. Немножечко тренируюсь, как бы. Вот, и бьемся. То есть вся подготовка у тебя, считай... Нету ее. Не, но она уже к этому моменту у нас пришла, тебе осталось кондиции сохранить. Ну нос. да. Нос когда ты сломал? Недельки 1,5 назад, 2 назад, по-моему, что-то типа того. Ну, мне кажется, он позаживет. Ну, подзаживет у меня, должен подзажить, я посвежее сломал. Да. И вправлял ли ты его? Нет. Так оставил? Я вот так вот, короче, делал. Дышится как? Нормально. У меня левый назад только не дышит. Давно это перегородка. Я с мотоцикла упал очень давно, и перегородка уже, короче, ну, Гриш не падал никогда. Какой подозрительный человек. Нет, я падал, просто не от нокаута. Я думал, Все что... такое, так все хорошо, все, не готовлюсь, ничего вообще. Да ты не переживай. Просто Да он тут в рассказывает. боях просто видели глаза его, нет вообще? Просто перекрытый Да вот человек. сейчас на его глаза посмотри, это мне тут еще... Да я весь трясусь, я не знаю, почему я волнуюсь, наверное, сильно. Кажется тебе. Слушай, а можешь рассказать вот про будни рок-звезды? То есть, ты Я говоришь, не я не могу... рок-звезда. Не, меня сложно назвать рок-звездой, потому что рок-звезда там, это, понятное дело, там, куролесиво, алкоголь, там, наркотики, рок-н-ролл. Это вообще далеко от меня. Я очень сильный интроверт, я домосед. Я вот, все свое свободное время, на самом деле, нахожусь дома. Гуляю со своими собаками. У меня в России Шива, питбуль, а в Америке Гац. Питбуль тоже. И вот когда я дома, ну я с женой нахожусь дома, вот, она у меня тоже домосед, нам как бы весело вдвоем время проводить, и плюс с собаками просто гуляем и все. То есть я вообще не рок-звезда, я не пью, не курю, короче, на девочек других не смотрю, вот, и, соответственно, вот эти вот все истории рок-н-ролла, это вообще не про меня. Ладно, я просто про будни имел в виду. Ты говоришь то, что... Не выходные. Ты говоришь, что ты не будешь готовиться. Допустим, есть возможность перед концертом, там, я не знаю, на тренировку сходить? Или у тебя прям все, если у тебя гастроли, это все, каждый день ты в графике? Как это происходит? Слушай, как бы, соответственно, времени выделить всегда можно. Здесь просто очень сильно убивает, изматывает дорога. И вот это вот весь быт, короче, он сильно очень изматывает, и потом у тебя просто даже, не хватает энергии, там, поговорить с кем-то, там, посидеть. ЦНС перегружает? Да, очень сильно перегружает, потому что ты не ешь, не спишь нормально. Концерт всегда вечером же проводится, а я еще жаворонок, я встаю там в 6-7 утра, вообще пофиг где, короче. А если я, лег спать, допустим, в час ночи, я все равно встану в 6 утра, и я не высыпаюсь очень часто. Вот, и, короче, получается так, что если даже время появляется на тренировку, то как бы я стараюсь тренироваться, но иногда это минус в мою пользу, потому что ЦНС и так перегружена. И тут еще и тренировки. То есть там нужен такой баланс. Сложно. Ну, концерты по выходным или как? Не. В зависимости от того, когда там площадка свободная и все такое. Как у вас, в принципе, наверное, да? Ну, да. Да нет, у нас пятница. Не, у нас всегда по выходным. От пятницы по воскресенье. Не, у нас туры иногда бывают, вот мы, допустим, 2 месяца в турах.
и мы можем там понедельник, вторник, среда, четверг, пятница играть, там в субботу отдохнуть, потом в воскресенье, понедельник и опять, короче, играть. На Топ-Дог проспект придешь в субботу? Так, суббота какое число? 7-е. Так он Не, 5-го уже у него улечу. концерт. Нет, 5-го. 7 числа концерт в Канаде. Все, В Канаде буду зажигать. Нет, ты забыл. Ну, наверное, давайте перейдем к вопросам из зала. Да, у нас тут много вопросов. Всем добрый вечер, Эмилио. Здравствуйте. Александр, приветствую. Приветствую. Добро пожаловать в Топ-Дог. Спасибо. Такой вопрос, точнее, хотел сказать то, что, Александр, ты сказал, что 5 боев, да, опыт получается. У меня 5 боев? Да. Да не, Ну, какой? по 5 боев, ну, опыт. Ну да. Вот, На но, поклачке. как я знаю, то, что у тебя еще были такие своеобразные бои с дикими животными. Ну да. Тиграми, медведями. И, соответственно, из этого вот вопрос возникает, или пару вопросов, то, что как ты считаешь, вот точнее, бой зданий, на него тяжелее, сложнее выходить и готовиться, нежели вот как вот к своеобразному бою с медведем? И, соответственно, ну и второй вопрос сразу. Эмоции, которые там у тебя были до борьбы с дикими животными, они бой зданий вызывает более такие эмоции, которые впечатляют Я тебя понял сильнее. тебя. Ну, короче, ты понял. Да, Мне я кажется, понял. там не настоящие уж бои были с дикими животными. конечно, нет. Ну, во-первых, я сказал, Эмилио своеобразные, но просто как бы это дает тоже определенную эмоцию такую, ну, мне кажется. Поэтому. Короче, Интересно. естественно, это все как бы это, как сказать, Ну, не постанова же. животные, которые социализированы, то есть они росли вместе с человеком. Но, блядь, знаешь, когда на тебя вот так вот медведь становится на 2 лапы, ты такой думаешь, да мне похуй, что он тренирован, это страшно все равно, пиздец. Мягко говоря, дикие. Да, то есть как бы, не понимаешь, что у него в голове, может у него перемкнет. Особенно, короче, у медведей женского рода с ним вообще нельзя контактировать. Ну это как и в Реально. жизни все. Все, моя жена тебя больше еще сильнее ненавидит. Начинает теперь. Короче, да, то есть, соответственно, как бы все равно страшно, естественно. Но медведь же меня не бил, и тигр не бил. А, кстати, нет, тигр ударил меня. У меня вот этот шрам, видишь? Не вот этот вот, а вот этот маленький. Это мне тигр поставил, прикинь. Вот лучше бы он мне вот этот ебанул. Ну, так здание страшнее это по итогам-то. Ну, конечно. А Но я вообще всё. боюсь так. Ну, Даня, потому что тигр, лев и медведь в одном. Да, не собака. Не тигр, Питбуль. не лев. Топ. Питбуль. Не, естественно, у меня как бы... Я не такой супергерой, что я там никого не боюсь туда-сюда. Я боюсь, пипец, но я просто делаю, я знаю, Просто то, себя что он серьезно. проверяешь, как бы. Да, у меня Всё, как бы как- такая проверочка, да, тест самого себя. Всё, понял. И я как бы его, Это считаю неплохой серьезная тест, да. оппозиция, да. Любого человека, кто выходит на кулаках голых, блядь, махаться, я считаю, это серьезная оппозиция уже, блядь. Я не знаю, что у него там в голове. Все понял, спасибо большое. Да. Джохар хочет вопрос задать. Представься. Всем здравствуйте. Обычный фанат Топ-Дога. Джохар. Джохар. Да, спасибо. Даниил. Да. Многие фанаты с большим трепетом и интересом относятся к каждому из твоих выходов. И вот вопрос, будет ли в этот раз приготовлен какой-нибудь интересный сюрприз для зрителей? Ну, что значит интересный сюрприз? Будет выход на бой, не на открытие турнира, и я думаю, он будет менее экспрессивным, потому что хочется силы сберечь на сам поединок, а не на то, чтобы расплескаться по пути до него. Я думаю, будет просто хороший боевой выход. Этого будет достаточно. Главное не выйти хорошо, а подраться нормально. Ну, в этом не сомневаемся, если честно. Так что удачи в бою. Успех. Спасибо. А мне удачи. Обоим Спасибо. обязательно. Тогда дополню вопрос, Алексей, Александр. А вот какой прошу вот прощения. будет выход как раз у меня? Александра? Да. Да у меня нормально будет выход. Ну, в смысле, под мою музыку я просто выйду, как бы. Ну, то без, есть без медведя, без без тигра. излишеств. Да, без излишеств. А это ведь бихелит, правильно? Да. Ну, все, будет интересный бой. Так. Да, по порядку давай. Филипп. Да, еще раз добрый вечер. Текущие коэффициенты 1,6 на Даню. О, вырос, кстати, А по-моему. я, кстати, в этом вообще не разбираюсь. Как это работает? На кого 1,6 коэффициент? тысяч ставишь, это значит, что тебе придет 1600.
То есть... Короче, в кого больше верят, у него меньше коэффициент, ты на нем меньше зарабатываешь. В кого не верят, на нем можно больше денег поднять. Ну и, соответственно, проиграть больше шансов. Вот, соответственно... Подожди, не понял. Смотри, на кого коэффициент больше, тот является андердогом, потому что в него меньше верят. И на нем ты можешь больше заработать. У меня коэффициент какой? Ты андердог. Вот, а у тебя 2,35. И с этим у меня первый вопрос. Скажи, пожалуйста, если ты бы мне дал совет, поставить на тебя или нет? На меня вообще не ставьте. Не ставить. Типа, вообще всем всегда говорю, на меня не ставьте. Меня сглазите, во-первых. Я понял, я Во-вторых, понял. не дай бог бабки проиграете. Мне это не стрёмно, как бы. Вернешься, если что. У тебя много. Да. Второй вопрос к Дане. Помимо разницы габаритов, а не в твою сторону, не кажется ли тебе, как мне сейчас, что твой дружеский вайб по отношению к Александру тебе помешает в подготовке и к настрою бою? А как он мне Спасибо. должен помешать? А можно я тебя перебью сразу? Давай, Я перебивай. считаю, что это нихуя не помешает. Потому что вот, знаешь, я в людях немножечко разбираюсь. И вот то, что он говорит там про интуицию, про то, что ему там кажется и так далее. У меня все это тоже как бы было, есть. И я прекрасно понимаю, о чем он говорит. И вот когда мы делали face-to-face, допустим, да, вот обычно face-to-face я уже по глазам его вижу, то, что, ну, типа, не будет такого, то, что вот сейчас происходит там на дружеской волне. Потому что у нас есть у обоих цель, как бы. И когда мы делаем что-то, и я уверен, что он точно так же, то он делает это от всей души. И бить он меня будет тоже от всей души. Я был к этому готов. Я вот тоже буду от всей души бить. Ну, все как обычно, совпало, блядь. Все правильно он говорит. И про face-to-face я тоже думал, говорить это и не говорить. Я тоже обо всем об этом подумал. Я скажу так, что в топ-доге все, что происходило на таком, на дружеском вайбе, это были в разговоре. Это были потом одни из самых жестоких поединков. Если мы возьмем вот как дружественно общался и Кантемир с Ганнибалом, и как общался Ганнибал с Погодиным, и там еще какие-то примеры, и Дейнейль Гвоздь со своим другом дрался с Конангом Бухаровым. Это когда дерутся вот люди, уважающие друг друга, потом случаются очень тяжелые, на самом деле, и жесткие поединки. И я тут больше расстроен этому дружескому вайбу, потому что с ним, на самом деле, это означает, что будет тяжелее драться не в плане того, что настроиться там бить кого-то, а что это будет потный и тяжелый бой. А когда ты на кого-то злой, ну, там попроще. Хорошо, и вопрос в догонку. Скажи, пожалуйста, КЭФ 1.6, он оправдан? Ты вот как сам считаешь? Ты бы поставил бы, вот ты поспорил бы с Денисом Марковым на себя? А что, Денис Марков хочет со мной на себя поспорить? Нет, это просто вопрос. Денис не хочет спорить, поэтому это ладно. Я тоже так же опять совпадаем мы, что против того, кого-то агитировать, ставить на меня, потому что мне это не очень все нравится. Вот это излишнее. Потом вот люди будут обижаться, что я их на это агитировал, на какие-то ставки. Вы ставьте сами, как вы думаете. Я сделаю все для того, чтобы выиграть. Вопрос Алия. Да, желаю всем добрый вечер. Рада всех приветствовать. Александр, добро пожаловать вам. Хотелось бы кинуть респект вашей супруге. Я тоже полный газ в палас. Ну, вопрос у меня посвящен Данилу. Мой любимый мужчина подарил тебе нарды, вокруг которых строилась наша квартира. Вокруг нардов, я не знаю, сделался ремонт нашей квартиры. И вообще, в принципе, играешь ли ты в эти нарды? И могут ли эти нарды как-то повлиять на исход боя? Как эти нарды могут повлиять на исход боя? Ну, я не знаю. Проиграешь, проиграешь. Будет играть вместо тренировок, проиграет, Если допустим. выиграешь нарды, то выиграешь. Ну... Ну, у вас же там выпадают какие-то циферки, может, это влияет на завершение боя в каком-то раунде. Ну, мы можем погадать на нардах, потому что однажды мы уже погадали, Да, и вот я все именно сработало. исходя из Поэтому этого. погадаем, и там поймем уже, к чему это приведет. Так, нарды есть, играли. Мы тоже играли. Играешь? Да, играли. Спасибо. Мы тоже это любим, гадать. Да, это я тоже заметил. Молодой человек, пожалуйста, вот большому мальчику подайте, пожалуйста, микрофон. Кирилл, ты вообще, конечно, большому мальчику. А ты кто тогда? Мы с ним стояли в парах, между Я прочим. вставать не буду, можно? Вопрос, Даня. Мари, ты дерешься с организацией, ты здесь шеф, главный, и явно, что ты принял этот поединок не
ожидаешь, что ты пойдешь в грязь лицом. Для тебя важно наверняка выиграть, для тебя важно не потерять свой статус. И если придет не боец в твою организацию, победить себя, может быть, даже нокаутирует, это будет не слишком комфортно для тебя и для твоей репутации. Вопрос. Ты здесь много слишком говорил о нем хорошего, что ты видишь в нем много того, что ты видишь в себе. Какие же все-таки минусы в нем тебя сподвигли принять этот бой? И почему ты думаешь, что ты этот поединок можешь выиграть с ним? В чем его слабости, как ты считаешь? Если говорить про слабость, то я думаю, что он открытый достаточно. Он хочет ударить, хочет нанести урон. И опять сужу, потому что я сам когда-то приходил, он при этом немножечко забывает про то, что он в этот момент сильно открытым становится. Про все остальное я понимаю, про все вот эти вот риски, которые могу понести. Но в итоге я первый раз шел, когда вообще пробовал себя в ринге, как когда-то пробовал себя вон. Я туда вышел драться со сломанной рукой. И если это рассматривать с точки зрения разума, то это абсолютно глупое решение, в этом не было никакой необходимости, это можно было бы перенести и так далее, но конкретно этот поединок, он набрал 50 миллионов просмотров, его сам смотрел Шоколай, еще из Америки, Стрелку и так далее, и благодаря ней мы здесь и находимся. Все потому, что я решил вот такое вот авантюрное, необдуманное действие сделать. И, я считаю себя особенным человеком, как и считает себя, я уверен, Шоколай особенным. Да. Но мне кажется, я чуть более особенный. Нихуя. И вот как раз... Мы поровну особенные. Мы как раз просто выйдем и проверить, кто из нас более особенный. Будет такой поединок. Плюс, хорошо, что спросил, потому что у меня уже нет того рвения и огня, которое было в начале. И я просто хочу закончить. И при этом я себе ставил цель, что я открыл кулачную лигу, и я обязательно должен подраться сам на голых кулаках, чтобы быть достойным лидером для своих бойцов. Плюс это будет первый и единственный случай, когда промоутер и основатель кулачного промоушена сам выступает у себя же в промоушене на голых кулаках и еще и выиграет. Отлично. Еще вопрос вдогонку. Как думаешь, на ком будет больше ответственность? На тебе, как на владельце, и шефе, здесь в Топ-Доге, или на Александре, который просто пробует себя как в хобби? И повлияет ли эта ответственность или отсутствие ее на исход поединка? Я думаю, что, конечно, здесь ответственности больше на мне. И как и было в моем бою с Артемом Тарасовым, который уже был... Этот бой состоялся в тот момент, когда на Артеме ответственности как таковой уже не было. Он, наоборот, выходит в выигрышном свете, что неважно, выиграет он или проиграет, он в любом случае красавчик, что вышел подраться. Здесь ответственность также на мне, потому что, я думаю, глобально, и судя по коэффициентам, недооценивают Террибла, и от него особо ничего не ждут. Опять в очередной раз все. Это, ко мне вот это нелюбимая, я думаю, согласитесь со мной, тема. Это будет легкая для тебя прогулка, он не боец, ты его там вырвешь. Меня, если честно, очень только расстраивает это, потому что это только больше грузит. И поэтому я отношусь к самому серьезному вызову. Это как будто немножко обесценивает твой бой. Обесценивает, да, и обесценивает бой как раз правильно, спасибо. И я отношусь, повторюсь в сотый раз, как к самому серьезному сопернику, который у меня за всю мою, если можно так сказать, карьеру был. И хотел бы, чтобы это был мой последний поединок, чтобы я его выиграл и уже оставил бои, в принципе, с точки зрения своего участия и занимался организацией. Спасибо, круто. Спасибо. Заметь, как Александр тебе довесил ответственности. Хороший сокомандник. Он умеет, да? Я с этим и так живу, поэтому он просто мне об этом напомнил, но не довесил. На самом деле я очень был приятно удивлен, когда мне предложили с тобой подраться. Я такой, он регбист вообще в курсе? Да. Я такой, нихуя себе. То есть, за это тебе респект огромный, потому что ты на голых кулаках не дрался, да? Может быть, на улице, условно. Да? Расскажи поподробнее, как это было. Да, то есть после боя РСС я пришел на подкаст Кимчи, и там был Чибис, и мы,
разговаривали по этому поводу. И потом, короче, до этого я встретился с Войсом. И Войс мне как раз-таки эту удочку закинул. Вот. А потом Кимчи меня спросил, по-моему, на подкасте, типа, вот, если такой, типа, рассматриваться бой будет, согласишься ли ты? Я говорю, конечно, я как бы, ну, при всем уважении там и так далее, конечно, я соглашусь. И, ну, для меня я осознаю, чем он рискует, я осознаю вообще, каково ему, потому что если мы похожи, то он испытывает то же самое, чтобы я испытывал на его месте, а это пипец какой груз, короче, но при этом, вот как я сказал, его сердце горит, и у него, он ну, как бы заднюю скорость не включит 100%, и у него даже в мыслях такого нет. Я это очень сильно уважаю. То есть у него больше есть что терять, а я музыкант, я вообще ничем не рискую, условно, но я еще первый как бы музыкант, да, там, условно, в металл-индустрии, может быть, там, не во всем музыкальном аспекте, кто вообще дерется на голову в кулаках. Вот видишь, как мы похожи. И это круто, да. Вот. Но у тебя будет первый бой на голову в кулаках, а я уже знаю, как это неприятно получить голым кулаком в лицо. Да, неприятнее, чем по ММА? Думаешь? Я не знаю, ты получал. Ну, вот в ММА-перчатках, когда вот мы же с Щуповым спарринговались в ММА-перчатках, Нормально и когда я подрался на голову в кулаках, я такой, ебать, это, бля, отличается нахуй. Да. Да. У тебя бой 20 секунд был, за это время уже отличился, он тебя один раз ударил только. Не, ну а вот когда стяжку стоял, нормально там мне прилетало. И мне еще прилетало, знаешь, как бы в большой степени вот сюда. Потому что я голову так держал, мне вот сюда. Мне пиздец на следующий день, мне вся голова. Следующий день меня не волнует. Следующий день это не важно. Главное в этот день, чтобы все хорошо было. А следующий там уже нормально. Ну я думаю, что тебе понравится. Да я тоже так думаю. Главное, чтобы нам понравилось. Топ-дог Мемес. Так, у меня пару еще вопросов. Вот, Даня, недавно там статья вышла с разбором твоих образов на турнирах. А вот как оценишь образ Алекса? Даня больше на Нефора, кстати, похож, чем он. Ну да. Образ Алекса, но я вот задумался, когда сидел как раз с Веном, что у нас будет 2 человека в баскетбольных уже майках, поэтому повторяется уже. Не оригинал уже. Да, не оригинал, не уникально вот это вот выдался. Но я тут сам не сижу в каком-то очень изобретательном образе. Я думаю, такого тоже было навалом. Поэтому... Ну, блин, мне на самом деле очень сложно придумывать себе какой-то образ, потому что я колхозник. Вот серьезно, мне там предлагали вот это, там на сцене, сценические образы. Я такой, ну, как бы наряжаюсь, вот, это классно. Я на себя в зеркало смотрю, блядь, ебал. Ну, типа... Колхозники, да, кстати, так и выглядят. Вот на тракторах ездят. А когда на Даню смотришь, так не думаешь, нет такой мысли? Не, при всем уважении. У него стиль есть, круто как бы. Мне это нравится. Я, кстати, вообще всегда хотел отрастить волосы. У меня были длинные волосы одно время. Да, мне там 15-16 было. А потом, короче, я в сознательном уже возрасте хотел себе тоже отрастить, потому что на сцене это круто смотрится. Особенно, когда ты там, ну, херачишь волосами. Это, ну, экстремально смотрится там круто. А когда вот у меня волосы чуть-чуть отрастают, вот уже вот столько, это смотрится просто максимально уебищно. И я, короче, бреюсь. Но их надо переждать, эту фазу. Да, переждать. Я не терпеливый. Тебе и не надо было пережидать. Мне уже давно говорят, заканчивай. А как это, расскажите, ребят? Он лысый, Мне хочется длинные волосы, чтобы вот как Саня Волков вот так вот заправлять. Чтобы секундант с расческой был, да? Да, чтобы как итальянская мафия, короче, вот так. Ну да, понял. И второй вопрос уже к Дане. Спасибо, ребята. Так, ты вот, Даня, на одном из подкастов говорил, что, я не знаю, можно, нет, говорить это слово, что бизнесмены пидорасы. Вот. И в один момент, когда у тебя... Ты пообещал Артему Ты сказал, что бизнесмен — это синоним слова «пидорас». Ну, так, подожди, я просто, может, глупый, но не понял, но это не одно и то же. Ну, не то, что прям бизнесмен и пидорас. Ну да, ладно. Ну, суть не меняется. В общем, ну и ты Артему Тарасову говорил, что да, там все дела, подеремся с тобой в следующий раз в Питере, даже по ММА ты говорил. И я потом в одном интервью увидел, ты сейчас могу быть не точно, но что-то в таком роде сказал, что это более выгодно для лиги сейчас продвинуть. Ну ты вот сейчас как бизнесмен себя повел. Да, ну как, да, сам вот себя оцени. Ну видишь, начинаю учиться чему-то в этом. Ну, а вот это слово, как с ним быть? Ну, которое... С пидорасами? Ну да,
Ты Ну, тут так я с бизнесменом ними и не становишься. дерусь в итоге, вот с нормальными Не, пацанами становишься дерусь. бизнесменом. А становлюсь ли я бизнесменом Да, да. потихоньку? Ну, сейчас вот додерусь до начала, а потом уже буду смотреть, куда я выплыву. Ну, у тебя еще есть вариант, как бы подраться ты всегда с Артемом. Ты с ним Да, как планируешь вот драться? Это, то есть, я могу до смерти говорить, что у меня еще есть такой вариант, а потом только посмертно пидорасом быть признанным. Ну, нормально, да, Ну, слушай, это у меня умно. есть ходы, там, не переживай. Все, ладно, понял, спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Так, у меня два вопроса для Шоколая. Первый вопросик. Не будут ли эти концерты до Еще раз. именно до боя? 2 концерта, да, у вас будет или больше? Они не будут отвлекать от подготовки? Как будут, конечно, будут. И второй момент. У вас после боя тоже концерты намечаются. По-моему, 17 июля первый. Да. Через 12 дней. Надеюсь, мне челюсть не сломают. Вот, я только как раз об этом хотел сказать. Не боитесь получить Конечно, травмы? боюсь. Да я вообще боюсь с ним драться. Ну, я тебе правду говорю, я боюсь. Я буду нахуй. Куда мне деваться? Ну, Я вообще понятно. здесь сижу, блядь. Я снимаю камеру. Просто вот в случае, если, допустим, да, челюсть будет сломана, придется же концерты отменять, а это Да заработок не. ваш. Да он и со сломанной челюстью будет петь. Он со сломанным носом Да, я чё дерется, придумал? блин. Я думаю, не Фонограммой, стоит вообще, в принципе, вот так вот рассуждать заранее. Если бы ДКБ, если так чего-то заранее бояться, ничего не пробовать делать, то Согласен. можно даже и не начинать. А там уже проблемы надо решать по мере поступления. Стопудово. Все, во всем прав. Все, спасибо. Еще вопросы? Родион. Еще раз приветствую, меня Родион зовут. Дань, вопрос тебе. Я как фанат, да, в принципе, и Топ-Дога, и твой, хотел бы узнать, будет ли этот тандем тебя и твоего отца в сцене? Ну, я думаю, папа уж будет присутствовать. Ну, будет ли находиться именно в углу ну, как Секундантом. Да, да. А хочется... Есть микрофон второй? Я на самом деле больше на стороне, конечно, Шоколая. Тут небольшая предыстория. Я просто тоже в юности занимался музыкой, тоже занимался тяжелой музыкой, тоже осваивал вот это горловое пение, все такое прочее. И на басе через дисторшн играли мы, у нас такого же плана была вся тема. И в то же время мы занимались еще и спортом, и очень много проводили времени в спортзале. И вот как раз тогда вот очень нужно было драться уметь и... Отстоять свое, короче. Да, Саш, я вот тебе очень респектую. Спасибо, мне очень приятно от вас это слышать. Хочешь в твоем углу, может быть. Грубо говоря... Я, во-первых, хочу сказать то, что я респектую Дани, и я респектую отдельно вам. Мне кажется, то, что вы воспитали очень крутого сына. На самом деле, немножко эпичное будет такое сражение, потому что Даня будет драться со мной в молодости. То есть, как бы вот я вижу тебя именно с собой. Блин, круто. Тогда тебе точно капсдает. Я рекомендую всем ставить на Сашу. Я в ахуе. Слушай, а тебя отец любит, да? Да. Чуть меньше, чем Шоколая. Да. Нет, ну у Дани слуха-то вообще нет. Ему тяжело вообще Как и дается. боксы, как и Но там на всего. треугольнике же играет. Ну там чувство ритма больше. Ну. Мне кажется, я таким же отцом буду. Мне, кстати, скоро сын родится. Вот. Сын, поздравляем. Поздравляем. Круто. Я буду его точно так же воспитывать. Так. Давайте последний вопрос, и мы его доверим, да, человеку, который традиционно задает. Можно было перед ним вот последний вопрос от человека услышать, а потом на Глеба. Давай, перейти. Глеб, уступи. Да, и все. И потом Глеб завершит. Всем здрасте, меня Азиз зовут. Вопрос к Алексу. Вот ты говоришь несколько раз уже, я боюсь, как бы страх, дрожу. Но конкретно не открылся, насколько ты готов в этом противостоянии против регбиста. То есть насколько ты готов и насколько ты уверен. Но если я что-то делаю, вот как правильно, да, Олег сказал, я делаю это, блядь, на 100%. Да даже не на 100, на все 200. И я уверен всегда. И я знаю всегда.
как это будет и что я буду делать, и в итоге какой будет результат. Поэтому я много чего боюсь. Я вообще, с самого раннего возраста очень много чего боялся. Я даже фотографироваться боялся, сразу в слезы. А сейчас я, со страхами своими борюсь, и мне это просто нравится, меня это заряжает. Вот, поэтому, для меня это вообще честь оказаться, во-первых, в топ-доге, а во-вторых, если бы я не был хоть там на 1% не готов, я бы здесь просто не сидел. Спасибо. Пожалуйста. Глеб, только не то, что мы с тобой обсуждали. Не знаю. Топ-дог всегда славился своей спортивной составляющей, что здесь условно просто спорт. Ребята пришли, подрались, руки пожали, разошлись. Вот такой вопрос. Смотрите, почему на турнире выше 3 чемпионских боев дерется музыкант и ведущий? Мне кажется, может, я что-то путаю, но вот летом, вообще считается лето очень неблагоприятным временем для проведения турниров по единоборствам. По концертам тоже. Вот. И при этом у нас проданы все билеты, там даже в вип-ложе там осталось какая-то 1-2 за месяц до самого мероприятия на ЦСКА-арене, на самой большой площадке. И я не к тому, что это только благодаря нам, но мы можем провести какой-нибудь опрос. Мне кажется, что это просто один из ожидаемых поединков, на которые там в первую очередь придут посмотреть люди. Не из-за спортивной составляющей, а из-за просто медийного интереса посмотреть на нас. Поэтому это стоит главным поединком. Можно вечера. я сразу тоже свои 5 копеек ставлю? Во-первых, я когда узнал то, что мы будем в главном, бой вечера, как это называется, да, я немножко подохуел, потому что, с одной стороны, мне очень приятно, да, с другой стороны, я уважаю здесь всех бойцов сидящих. И мне бы не хотелось там затмевать их как-то или показать какое-то неуважение, то, что я там их выше. Я, никто звать меня никак. То есть я не боец, я вообще из другой индустрии сюда пришел, да. Но давайте поглядим, как сказать-то, блядь, правде в глаза, да. То есть, факты есть факты, и ты с этим никак не поспоришь. И здесь не то, что мы там самые здесь крутые там, и так далее и тому подобное, а мы просто делаем противостояние шумным. Вот и все. Так, наверное, нас. Не, я же не говорю, что бой не должно было быть. Я просто почему стоит этот бой выше, чем чемпионский. Вот это мне не очень понятно. Кажется, потому что он просто более ожидаем для широкого зрителя. И чтобы как раз-таки широкий зритель сидел, и у него не было так, что он смотрит турнир, и то, что он больше всего ожидал увидеть, произошло в середине, а дальше у него идет... Это как раз-таки твой план и был, чтобы больше аудиторию нагнать, то есть проявить интерес для тех людей, которые этим не интересуются, так скажем, да. И здесь в принципе тоже все логично. Не знаю. Хорошо, и второй. А куда улетучилось правило 5 раундов главных боев? Так же, как с Артемом Тарасовым улетучилось. А почему оно улетучивается только на ваших боях? Потому что могу себе позволить так. Всем спасибо. Но заканчивать мы не спешим, так как у нас есть небольшой сюрприз. У нас есть вот такая вот коробочка. Было проведено анонимное голосование среди бойцов, которые принимают участие в этом карде. В чем, собственно, суть голосования? Бойцы скидывали своего фаворита, который на их взгляд будет в главном бою. То есть регбист или Алекс Террибл. И вот прямо сейчас мы узнаем, кто же фаворит для бойцов топ-дога. Тут, конечно, тоже. Ладно бы бойцы всех организаций бы это скидывали. А где нам их взять, всех организаций? Тоже согласен. Тут же мои пацаны, как они могут на меня выбрать? Ты прям так уверен? Я да. На, держи мой микрофон. Сейчас фаворит Алекс Террибл. Сейчас ты опять разочаруешься. Так, у нас будет миссия. Глеб, ты будешь считать. Ты как тебя заявили сегодня? Ты как календарь превращаешься в калькулятор на наших глазах. Итак. Как последний герой, помните, там было
Я голосую за... Было бы круто, Итак. если бы ты их еще снимал на камеру, где Да. они такие, я отдаю Считаем. голос. Калькулятор включен. Первый голос. А мы не узнаем, за кого, да? Данил Регбист. Так. Александр Террибл. О, уже с самого начала какая-то крыса у нас. Ну. Второй голос. Данил Регбист. Александр Террибл. 2 крысы. 3. Александр Террибл. О, тогда интересно, хороший сюрприз вы сделали. Я буду 4 так рад. крыс. Александр Террибл. Ты так радуешься, будто свою достал. Александр Террибл. Ебать, меня люди верят. Спасибо. Ну не так уж, все-таки есть кто-то за Данила Регбиста Алеева у нас. Это какой там счет? 3-5. 3-5, ага. Данил Регбист. 4-5. Данил Регбист. 5-5, вот, вырывайся. Но я вас найду потом. Данил Регбист. 6-5. Подписи ставят, нет? Такое чувство, что ты поднимаешь Данила Регбиста отсюда. нет, пока- Нет, нет, все честно, все честно. Да, голосование анонимное, но, кстати, Что, на 7-5 уже? 6-5 пока. кто-то из отбитых бойцов все-таки решил написать свое имя. Ну, О, кто это? Стоп. Алекс Террибл. И кто имя там написано? А можно эту карту? Блядь, я хотел себе ее забрать. На память. Ты что-то имя не скажешь? Александр Террибл. О, это я уже сбился, Глеб. 9-6? Так, Александр Террибл. 8-6. Ну давай. Александр Террибл. Блядь, ну все, мне самое главное не обосраться сейчас. 10-6 Мою, уже? блядь. 10-6. Все, это конец? Да, это конец. Охренеть. Спасибо. Даня. Крысы. На самом деле, спасибо, я очень рад. Тебя заряжает это? Да, мне, Реально? ну, я просто все... Мы видим, как ты рад. Очень хотел, чтобы... Как раз это о чем я говорил, что все подходят для тебя, это будет легкое. Но вы еще и лицемеры оказались, потому что в основном это вы ко мне подходили. Я очень рад, что вы так проголосовали, потому что это даст мне гораздо больше сил и мотивации. Я только больше в свою победу поверил от этого. Спасибо. Саш, какие эмоции у тебя после такого результата? Ну, мне страшно, еще больше становится, потому что меня люди видят не только музыканта, а там какого-то... Вот чуть-чуть ответственности Да, навалил, да, а с меня да. Вот поменьше. это неприятно вообще. Вот если бы я был бойцом, я бы сидел здесь, да, у меня была там какая-то серия исповед, и все бы говорили, да, Саня его там прикончит, закончит, я бы сидел так, да, по-любому. То есть ответственность такая, да, лютая по-любому. Вот с меня подспал чуть. Спасибо. Так, и еще в этом бою будет разыгрываться перстень. А, еще есть такая штука, да. Да, памятный перстень, поэтому победитель его Круто. получает, он очень красиво выглядит. Не будем его демонстрировать? Почему? Давайте Почему? продемонстрируем, Нет, пожалуйста. Авторское изобретение лучшего кузнеца России и мира Марфин Джулерли. Блин, это очень круто. На самом деле, тебе огромное спасибо. Вот это вот кольцо сделал он в виде моей маски. У него еще и челюсть открывается. А он здесь. еще и стилист. Да. Да. Круто. А еще в этом кольце есть камень, он из лавы, да, получается? Охуенно. Спасибо тебе огромное. Приятно. Ну все, на сегодня хватит. Осталась битва взглядов. Битва взглядов. Прямо сейчас, face to face. И прежде чем мы перейдем к нему, хочу напомнить вам, специально для всех любителей кулачных боев наш генеральный партнер подготовил акцию для новых клиентов. FreeBet 8000 рублей. Регистрируйся на промокоде DOC на сайте или в приложении. Заряжай от 1000 рублей и получай первые 2500 рублей в подарок. Еще 5500 рублей начислят за активность в течение месяца. И если топ-дог, то только с Олимбет. А теперь мы переходим к самому интересному. Друзья, сил осталось немного, но нужно выложиться, потому что сейчас будет самая важная часть конференции. Реабилитация кулаками. Андрей Белый Акимов и его соперник Рамазан
Headhunter Курбанов. Июля в No Name Promotion будет... Короче, контора Маркова будет уничтожена. Я очень рад присутствовать здесь, рад, что получится подраться на этом турнире. Благодарен за это моей команде, Денису Марку, а также Лиге Топ Дог. 5 июля я уничтожу его. Ждите! Ждите! Схватка инстинктов. Андрей Веном Борисов. И его соперник Азамат Каскыр Еспай. Ну что? 5 июля. 5 июля. 5 июля я снесу эту башку. Этот щенок 5 июля получит по заслуге. Ритуал боли. Борис Жрец Манаенко. Его оппонент Данил Сборник Гусев. Встреча без жалости. Валерий Орел Особов. И его противник Максим Балу Бармин. Сегодня я без голоса, но голос 5 июля мне не понадобится, чтобы снести его будку. Он вернется в свой город ни с чем. Это все хуйня. Чемпионский бой в весовой категории до 59 килограммов. Претендент Дмитрий Спивак. И чемпион Чингис Хан Салбырын.
Даст Бог, 5 июля перстень будет на этой руке. Чемпионский бой в весовой категории до 64 килограммов. Претендент Николай Учитель Шеляков. И чемпион Шахабеддин Узбекский левша Егамов. Битва за вершину. Евгений Шиша Шишков. Его соперник Иван Мастак Нушкин. Вань, да не лопни. Главное, что все у тебя было хорошо. Они не переживали себя. Вообще не лопни, слушай. Размеренно, все уверен. Сделаем это. У тебя нас там, что ли? Самая интересная трилогия и чемпионский бой в весовой категории до 94 килограммов. Претендент Игорь Емеля Ионов. И чемпион Олег Фомичев. Я передал, да? Ну и самое ожидаемое событие. Титаны сцены. Даниил Регбит Алеев. Его соперник Алекс Террипал.
конференция и битва взглядов, посвященная турниру Top Dog 37, который пройдет в Москве 5 июля на ЦСКА-арене в 18:00. А те, кто не успел купить билеты, телеканал «Удар», мы вас ждем, друзья. До встречи!